Да, выключим, давайте телефоны. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Андрей Дуйко. Сегодня у нас пятничный, совершенно бесплатный вебинар. Давайте быстро напишем, кто меня видит, кто слышит, поставим плюсы и начнем. Плюсы, да? Людмила Кароль, здравствуйте. Людмила Ященко, здравствуйте. Или Ященко. Сейчас я постараюсь открыть еще YouTube канал, потому что здесь вы задаете тоже вопросы. Сейчас открою творческую студию. Елена Сидорова, здравствуйте. Элеонора Бянки, здравствуйте. Владимир Трошев, здравствуйте. Людмила Черный Фищук, здравствуйте. Из Америки, да. Елена Раковщик, здравствуйте. Алексей Лобков, здравствуйте. Андрей Драй, здравствуйте. Людмила Карль, здравствуйте. Нас много. Нина Алексеева, здравствуйте. Ирина Левченко, здравствуйте. Добрый вечер, видим и слышим, все хорошо. Ну, это хорошо. Ну вот на такой прекрасной ноте давайте заканчивать наш вебинар и уже поедем домой. Хватит уже, целый день мы работаем. Ну ладно, это для вас развлечение, для меня работа. Мне придется работать, а вам придется развлекаться. Настроены на развлечение, да? Добрый вечер. Будет ли сегодня посвящение первую ступень? Ну, пока не знаю, как заладится, наверное, вечер этот. Добрый вечер. Ну что, давайте какую-нибудь тему сегодня выберем. Давайте тему. У нас был на этой неделе праздник 9 мая. Давайте выберем тему, которая всех интересует. Она называется «Победители». Что такое быть победителем? Для чего человеку необходимо быть победителем? Сегодня была интересная встреча. Приехала одна женщина и говорит мне: Андрей Андреевич, я бы хотела заниматься астрологией, но я не до конца уверена, получится ли у меня заниматься астрологией или не получится. Я ей на это ответил следующие слова, я их вам сейчас повторю. Я ей сказал: ты знаешь, чем ты отличаешься от Павла Глобы? Она говорит: чем я отличаюсь от Павла Глобы? Павел Глоба, как и ты, скорее всего, до сих пор сомневается, получается у него заниматься правильно предсказаниями астрологическими или не получается. Но он отличается от тебя только тем, что он об этом молчит и не переживает, а ты переживаешь и не молчишь. Понимаете, это такая особенность. Знаете, чем отличаются трусы от бесстрашных людей? Хотите, я вам скажу? Трусы от бесстрашных людей отличаются тем, что трусы не скрывают свои страхи, а бесстрашные люди скрывают. И таким образом боятся и одни, и другие. Понимаете? Это такая особенность. Просто настоящий герой — это тот, кто искренне и очень красиво скрывает свои страхи от окружающих его людей. Понимаете? А на самом деле хоть у всех людей присутствуют одни и те же вибрации или одни и те же состояния. Это состояние страха. Вы знаете, чем отличаются люди успешные от людей неуспешных? Люди успешные от неуспешных отличаются тем, что успешные люди преодолевают свои страхи. Если человеку очень страшно что-либо предпринимать в своей жизни, это говорит о том, что он столкнулся с тем, что я называю кармой. То есть он, скорее всего, столкнулся с тем, что связывает его с его родителями таким образом, чтобы он прожил жизнь так же, как прожили его родители. Ведь он должен изменить свою жизнь. Скажите, когда тебе нужно идти куда-то, и ты не знаешь куда, то это страшнее, чем идти куда-то, где ты уже был и где ты знаешь маршрут. Ну вот так это устроено. Но скажите, если ты уже знаешь маршрут и ты ходил, то было же первый раз, когда ты не знал маршрут и тебе приходилось идти. И это же было страшно. Но тогда если сравнить, что потом стало не страшно, и с теми первыми разами, когда было страшно, то оказывается это уже не настолько страшно, как казалось первый раз. Таким образом, я хочу еще раз сказать, как бы не было страшно что-то начинать делать, делайте это, несмотря ни на что. Самый яркий, наверное, можно так сказать, самый, наверное, удивительный момент в моей жизни, это было осознание того, что я
могу заниматься сам предпринимательской деятельностью и больше не буду зависеть ни от кого в своей жизни. И вы знаете, когда до меня это дошло, и я начинал, вот я помню этот день, я жил еще не в Киеве, я жил в другом городе, по-моему, в Москве тогда жил. И, по-моему, на станции метро Кутузовская я вышел, у меня там офис был возле леса, по-моему. И находился я там в этом офисе, мне было очень страшно. Я нашел какую-то знакомую, которая поделилась частью своего офиса, то есть для нее офис был очень большой. И она разрешила через коридор одну комнату снять, по-моему, за $400 или за 300, я уже не помню. И мне было очень страшно, потому что совершенно нечетко я даже представлял, чем я собираюсь заниматься. При этом у меня не было ни сотрудников, была только идея. Я понимал, чем я хочу заниматься, но у меня не было еще ноутбука, но я уже решил, что у меня будет офис. У меня помимо офиса были обязательства, потому что я понимал, что на следующий месяц мне уже нужно платить чем-то за квартиру, которую я снимал, а вот чем платить, денег пока не было. Поэтому мне необходимо было снимать офис для того, чтобы начать какой-то бизнес, для того, чтобы в дальнейшем что-то сделать с этой квартирой. Одним словом, почему я это начал делать, я хочу сейчас объяснить. Мне хотелось это делать, потому что у меня были трудности. Вы представляете, многие люди, попадая в состояние комфорта или находясь в комфорте, могут так и прожить всю жизнь, находясь в полном комфорте. И это самое страшное, что может с человеком произойти. Если человек попал в состояние комфорта, ему конец. Он будет всю жизнь абсолютно неудовлетворенным. Чем? Вообще ничем. Ему будет сначала... Нет, он будет удовлетворен, скорее всего. Я чуть-чуть неправильно сказал в самом начале. Это удовлетворение придет, когда уже ничего не нужно будет. То есть, когда человек взрослеет, мы, наверное, это уже знаем, потому что я сам уже перешел рубеж, наверное, части своей жизни. Я могу сказать, что взрослея у человека плавно отступают, не амбициозность, а плавно отступают желания. То есть, сначала ты не удовлетворен ничем, потом ты удовлетворен средним, потом ты удовлетворен малым, а потом ты вообще всем удовлетворен. То есть ты успокаиваешься, и тебя удовлетворяет уже то, что раньше бы, наверное, раздражало. То есть плавно ты вначале говоришь, меня не устраивает маленькая квартира съемная, потом она меня устраивает наполовину, потом что тут переживать, у меня никогда не будет, я все равно в ней чувствую себя комфортно, а потом, она мне нравится. То есть таким образом человек плавно приходит к тому, что то, что вначале его не устраивало, со временем начинает его устраивать. Так вот, я считаю, что человек в большинстве своем является рабом своего персонального комфорта. Таким образом, попав в руки комфорта, очень часто люди не хотят ничего делать. Они не хотят работать. Почему? Я всегда задаю вопрос, кто эти люди, которые готовы работать за $200? Всегда задаю вопрос, кто эти люди, которые готовы работать за $200? Наверное, кто-то хочет говорить, мы готовы, мы эти люди. Я обычно задаю второй вопрос, почему вы хотите работать за $200? Что вас заставляет? Неужели ваша жизнь такая прекрасная, что вам нравится работать за $200? Но, Андрей Андреевич, мы же ничего не умеем, мы не знаем, чем заняться. Вы представляете, этому миру все нужно. А что же ему нужно? Ему нужны услуги. Этот мир хочет, чтобы ему обдирали волосы, приклеивали, наклеивали ногти, стирали ногти, подстригали волосы, наращивали волосы. Я не знаю, я не умею, я хочу заниматься стоматологией, но у меня нет образования. Могу ли я заниматься стоматологией? Можешь. Каким образом? Находишь на китайских сайтах материалы, покупаешь коробку с материалами, после этого ходишь по стоматологиям, предлагаешь материалы. Будут покупать? Да. А если документов нет, ну и что? Почему? Потому что это материалы. Потому что материалы хоть с документами, хоть без документов, все равно материалы, ими зубы лечат. Понимаете, такая особенность нашей жизни. Люди говорят, мы не знаем, чем нам заняться. Нет, это не так. Вы знаете, чем вам заняться. Вы просто живете так комфортно, что вам не хочется ничем заниматься. И ваше рабство комфорта, оно заставляет вас находить причины или объяснения для мозга, почему вы этого не хотите делать. Потому что вы рабы комфорта. Потому что, и после этого человек говорит, всю жизнь я не могла, я не могу, не надо придумывать.
Вам комфортно не получать много денег, вам комфортно не искать возможность зарабатывать много, вам комфортно не заниматься предпринимательством, вам комфортно жить как люди, потребители, у которых средняя заработная плата $200. Вам комфортно, я вас поздравляю, вы попались на удочку. Но я не обвиняю, просто констатирую факт. Почему? Потому что человеку ничего не мешает начинать заниматься предпринимательской деятельностью. Люди говорят: нет, Андрей Андреевич, у меня нет денег. У всех нет денег. Андрей Андреевич, ну чем же мне заниматься, если я ничего не умею делать? На сегодняшний день существует несколько десятков тысяч партнерских программ. В интернете существуют партнерские программы, также есть бесплатные курсы. Вы знаете о том, что есть видеоблогеры, которые только потому, что они один раз в неделю выпускают определенный видеоблог, у них получается что-либо продавать. История жизни. Мария Вэй, молодая девушка, 22 года, решила вести видеоблог. При этом в этом видеоблоге она решила делать так. Она решила краситься таким образом, как, по ее мнению, выглядят голливудские киноактрисы. То есть она взяла, купила набор красок, там макияж какой-то, и после этого начала себя красить, допустим, как выглядит Анджелина Джоли. При этом, когда она красится, то она еще и говорит о том, что там вот у Анджелины Джоли такие штаны или такая футболка, я попробую в своем гардеробе что-то подобное найти и буду каким-то образом выглядеть хорошо. Скажите, на чем она зарабатывает деньги? Когда она красится, то после того, когда она накрасилась, можно посмотреть, где можно все, чем она красилась, приобрести. Представляете? То есть, когда она красится, кто-то хочет таким же накраситься, кто-то хочет выглядеть как Анджелина Джоли, и кто-то хочет обязательно это купить. Они переходят на сайт, после этого покупают такую же футболку, как у Маши Вэй. Они покупают такую же губную помаду, которой Маша Вэй накрасилась. Сколько у нее подписчиков? 4,5 миллиона. Скажите, 4,5 миллиона, 10% после каждой передачи будут покупать ее губную помаду? Тогда скажите, можно ли гипотетически предположить, что эта девочка, которая на сегодняшний день исполнилась там едва 22 года, уже на сегодняшний день, занимаясь 2 года ведя 2 года видеоблог, является одной из самых богатых людей в Российской Федерации? Да. Почему? Ну, друзья мои, она создает эмоцию. Сейчас люди иногда говорят: Андрей Андреевич, с чего мне начать? У меня ничего нет. У тебя есть YouTube, начни с YouTube. И что же я могу там делать? Научи людей готовить пищу. Научи их готовить такой бисквит, который никто не может сделать. Замороженный, ты его можешь продать и отправить даже во Владивосток. Пусть у тебя его заказывают, понимаете? Сейчас у людей, которые что-то умеют делать, вы знаете, в чем проблема на сегодняшний день? Одна из ключевых проблем заключается в том, вот недавно был разговор, вчера руководитель компании приезжал, который раньше занимался профессиональным изготовлением майонеза на территории Украины и выпускал до 100 тонн в неделю майонеза. Это очень знаменитая торговая марка, мы эти майонезы кушали всегда. И он говорит: я перестал выпускать майонез. Почему? Невыгодно? Очень выгодно. Тогда почему вы перестали выпускать майонез? Потому что у меня раньше были технологи и химики, которые могли создать новые технологические картины, продукта, удешевить его. Когда там нет какого-то одного продукта, можно добавить другое, этим всем занимается химик-технолог. И у меня был химик-технолог, аналитик, который этим занимался. Этому человеку было 50 лет, эта женщина, она работала долгое время на меня, а потом взяла и уехала в другую страну. Сейчас она живет в Швейцарии. И я остался без химика-технолога, начал брать людей, а они говорят о том, что они химики-технологи, но на самом деле ничего делать не умеют. И говорит: я взял одного, я взял другого, я взял третьего, они поигрались, я заплатил, и я оказался просто на грани закрытия бизнеса. Но вот таких людей у меня очень много. Вы представляете, на сегодняшний день закрылась компания, которая раньше производила химические там какие-то компоненты, только потому, что у них исчез основной ведущий специалист, который разбирался в химии. И теперь они найти нового специалиста, который бы точно так же разбирался в этих химических процессах или в этих технологиях, не могут. Вы представляете, оказывается, на сегодняшний день люди, у которых есть какие-то знания, которые связаны с производством, они очень востребуемы.
Они прямо очень востребуемые. Представляете? Почему? Потому что если 10 лет назад открывались киоски, открывались подвалы, как говорили, о, это все в подвале на Дерибасовской сделано, о, это все в подвале там на Барабашова сделано, это все в подвале еще где-то сделано, о, это производство какое-то полуподвальное и так далее. Скажите, куда оно делось? Вы что думаете, это стало невыгодным? Друзья мои, это до сих пор выгодно, просто никто уже не умеет. Просто уже исчезли люди, которые, как раньше, могли бы это сделать. Потому что у них были люди, которые могли делать, которые жили в Советском Союзе. А те люди, которые жили в Советском Союзе, они уже поумирали, потому что были старые. Их в Советском Союзе научили делать. А новые сейчас не умеют. И получается, сейчас не открывают в подвалах уже какие-то там маленькие компании, которые могли бы заниматься обшивом, изготовлением обуви, изготовлением тушенки, консервацией, консервами, изготовлениями майонеза, изготовлениями бубликов, там, запеканием хлеба, изготовлением там каких-то там овощей, изготовлением или пошивом, или какими-то услугами. Получается, вот этих людей, которые умели, их нет. И получается, некому открывать предприятия, потому что никто ничего не умеет. Вы представляете? Оказывается, вы знаете, сейчас второй виток будет. Этот второй виток связан с тем, что тот, кто раньше обучался чему-нибудь и имеет какую-то специальность, раньше не имел возможности устроиться, потому что у него была конкурентность, то сейчас может начать свой бизнес, начиная с подвала. И этот бизнес у него будет 100% процветающий. Почему? Потому что продавать это все можно через интернет. Сложно ли научиться продавать через интернет? И можно ли это делать? Конечно. Но когда люди говорят, Андрей Андреевич, я пробовала продавать через интернет, но у меня не получается. Скажите, вот вы видели, как рвут зубы, но это же не значит, что вы можете вырвать зуб. Не значит, правильно? То есть, а если дать вам инструмент для того, чтобы вырвать зуб, вы сможете этот зуб вырвать? Вы же уже видели, вы уже знаете как. А если вам обучить вас вырвать зуб, то у вас с первого раза получится. Я могу вам даже сказать следующее. Не только не получится, а вы еще и навредите человеку. И вы, скорее всего, сделаете ему какую-нибудь, очень тяжелое, принесете ему очень тяжелое увечье или навредите его состоянию здоровья. И после этого этому человеку станет хуже. А тогда зачем это нужно делать? И что же должен делать человек? Человек, который говорит, я хочу попробовать работать в интернете. Все, он уже видел, каким образом вырывают зуб. Потом он говорит, все, я уже посмотрел, вот здесь бесплатный вебинар, вот здесь бесплатный вебинар. Все, теперь вам осталось только 6 лет изучать анатомию. Вам осталось всего лишь немного, вы теперь 6 лет должны изучать анатомию. То есть вы уже знаете, как вырывать зуб, вы уже знаете, как это делается. Вам осталось теперь узнать, что такое дента, как останавливать кровь, где проходят какие сосуды, что такое
Какие-то агенты Кремля, наверное. А? Агенты НАТО могут быть. Моссад у нас тут рядом синагога. Все есть уже? Хух. Все нормально? Все, не зря мы обратились в синагогу, что нам подключили интернет через синагогу теперь. Теперь на нас уже агенты Кремля влиять не смогут. Да. Так что шаббат шалом, продолжим. Итак, давайте сегодня посмеемся. Андрей Андреевич, что будет, если я открою свою маленькую парикмахерскую, свой маленький магазин? Что будет? Давайте я расскажу. Я открыла свой маленький магазин. Теперь 1000 человек хотят каждый день покупать мои товары. Открыла парикмахерскую. 250 человек за час захотела постричься. Я научилась делать массаж. 100 человек на протяжении суток позвонило. Все хотят делать массаж. Я научилась лечить зубы. Теперь 1000 человек в день хотят лечить у меня зубы. Я научилась делать блины. Теперь сотни человек хотят, чтобы я для них делала блины. Скажите, так бывает? Почему нет? Не бывает, это сказка. Это все чепуха. Я открыла самый большой в Украине спа-салон. Потратила $270 тысяч США. Что делать? Пишите тире и пишите «Я дура» за $270 тысяч США. То есть дуры без 270 тысяч, а я с 270 потраченными тысячами долларов США. То есть обыкновенные, а есть потратившие. Вот я необычная. После этого нужно всем говорить, я необычный человек. Почему? Я тот человек, который умудрился потратить 270 тысяч долларов США в спа-салон и не заработать на этом. Почему? А что ж вы хотели? Ну вот я не могу понять, что должен думать человек, который должен потратить 200 тысяч долларов в спа-салон, на что он рассчитывает? Серьезно, что управляет умом этого человека, который находит помещение и вкладывает туда 200 тысяч долларов? Что он должен сделать? Вообще скажите, когда человек начинает заниматься бизнесом, что он должен вначале произнести? То есть зачем человек занимается бизнесом? Давайте я вам скажу. Человек занимается бизнесом, потому что он хочет заработать деньги. И когда человек хочет заработать деньги, он должен сказать себе, сесть и сказать, я могу заработать деньги на том, что я умею делать, и дальше сказать, что он умеет делать. Правильно? То есть вот я сижу и говорю, Андрей Андреевич, чем ты занимаешься? Я зарабатываю деньги на том, что я произвожу какую-то услугу. Какую? Ну, я не знаю, на картах выкидываю, в домино могу сыграть, но на это тоже на деньги, понимаете? Я могу там провести какую-нибудь лекцию за это деньги взять. Ну вот видите, получается, я зарабатываю деньги, я понимаю, на чем я зарабатываю. То есть я зарабатываю деньги на том, что я умею делать. А на чем человек, что должен делать человек, когда он собирается открыть что-то? Дело в том, что таких вопросов, если я открою магазин, то может ли моя семья жить безбедно? Я на такие вопросы не отвечаю. Они вызывают у меня умиление, а также хохот. Причем искренний, веселый, задорный смех. Да. Почему? Не с того начинаете, друзья мои. Почему? Давайте я вам скажу. Настоящий бизнесмен – это человек, который хочет заработать деньги. Согласны с этим? Скажите, хорошая мотивация? Иначе зачем все остальное? Смотрите, какие могут быть мотивации. Я хочу спасти мир. Я хочу сделать мир красивым. Я хочу сделать мир. Любое открытие чего-либо, это мотив заключается в том, чтобы на этом начать зарабатывать деньги. Тогда мне, как бизнесмену, все равно, на чем зарабатывать деньги. Людей, которым что-то надо. И второе, найти продукт, которым этим людям необходим. И дальше этот продукт либо дать, либо купить и продать, либо создать. Понимаете? Вот и все. Получается, трафик – это количество людей, которые объединены одной целью. Скажите, в интернете можно создавать форумы, можно создавать группы, можно создавать обсуждения. Зачем это делается? Для объединения людей в определенный трафик. Правильно? То есть это группа людей. Почему придуманы были социальные сети, почему там были придуманы группы?
для того, чтобы этих людей объединять вокруг какой-то задачи. Вот смотрите, какие есть продуктовые социальные группы. Они могут выглядеть следующим образом. Там mic up, допустим, там как правильно там сделать красивую прическу. И после этого девочка, допустим, в интернете совершенно бесплатно показывает, какие она умеет делать прически. Но при этом использует везде одно и то же приспособление, какой-то бублик. То есть там бублик, вокруг которого волосы так можно, и так можно. И всегда стоит такой вопрос. Зачем она это делает? Ведь это все бесплатно, но она тратит на это время. И здесь варианты ответа такие. Она хочет продать свои курсы, где она будет обучать, как профессионально за собой ухаживать. Второе, она будет продавать этот бублик, вокруг которого эти волосы делаются. Или она будет продавать целый спектр услуг какого-нибудь спа-заведения, которое будет говорить о том, что можно сделать и прическу, и познакомиться с этой девочкой, и научиться у нее тому-то, тому-то. А теперь еще есть курс такой-то, такой-то и так-то, так. Скажите, правильно я говорю или нет? Тогда... Когда человек говорит, я хочу открыть магазин, то он не то выбирает. Первое, что нужно сделать, нужно найти место, где очень много людей. Сначала найти место, где очень много людей. Вот они в субботу почему-то там собираются. После этого посмотреть, что они там делают, эти люди. Пьют пиво. Вот если в этом месте открыть киоск пивной, то будет продаваться. Да, когда? В субботу, воскресенье. А если там открыть магазин по продаже обуви? Ведь уже и люди есть, а ведь и люди есть, и обувь им можно предложить. Будет там продаваться обувь? Никогда. Почему? Они туда приходят пиво пить. Тогда можно ли там сделать, допустим, что-то другое, кроме того, что они там пьют пиво? Можно, тогда что там можно сделать? Но если они пьют пиво, наверное, им хочется в туалет ходить, правильно? Тогда там можно платный туалет сделать. Тогда там можно платный туалет и платный разлив, чтобы они не бегали никуда, утилизация бутылок и так далее. Тогда они, или там какие-нибудь лавки, или какой-нибудь телевизор, где им будет удобно сидеть и так далее. Такое кафе в виде какого-то открытого там клуба и так далее. Может это сработать? Поверьте мне, 100%. Вы понимаете, здесь уже думать нужно. Таким образом, когда человек говорит, с чего мне начать, ищите трафик, друзья мои, ищите трафик, сейчас это возможно. Как его искать вообще в жизни, этот трафик? Когда-то я уже говорил в своем семинаре, который называется «Эзотерика для бизнеса», я уже говорил, что не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Человек должен иметь как можно большое количество друзей, а для того, чтобы иметь много друзей, человеку нужно быть коммуникабельным человеком. А что такое коммуникация? Это создавать вид не надутого павлина или не надутой принцессы с короной вместо головы, а просто обыкновенного человека. Таким образом, видят вас, обыкновенного человека, хотят к вам и обратиться, хотят вам ответить. Когда надутый сыч, там, я ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени, но кто не скажу. А фамилия моя слишком известная, чтобы ее называть вслух. Да? То после этого к такому человеку не приходят, с ним не общаются. А когда друг у друга потом спрашивают, ну как тебе эта девочка? Такая как надутая принцесса вообще. Вы представляете? Конечно же, я обычно и создаю вот такие вот лекции с целью помочь людям как раз реализоваться. Считаю, что это очень правильно. Конечно же, сейчас в этом мире люди начинают говорить, Андрей Андреевич, чем же нам заниматься? Это самое глупое, что может человек сказать. Вообще, глупее уже. Я этим не обвиняю людей и не говорю, что все на свете глупые, только я умный. Я говорю о том, что, скорее всего, вы не можете найти причину или не можете выйти из комфорта для того, чтобы начать. Но у вас, наверное, нет проблем. А для того, чтобы они появились, ну, я не знаю, возьмите большой кредит. Пусть за вами начнут гоняться, пусть кто-то заставляет вас страдать, чтобы у вас какой-то стимул в жизни появился, чтобы вот это состояние дискомфорта появилось, чтобы вы начали 24 часа думать о чем-то. Почему?
Человека не может жизнь просто так в комфорте заставить делать то, что ему не свойственно. Заставить вас выпускать тушенку. Вот сейчас, допустим, у нас здесь находится там 8 тысяч человек, допустим. И самый выгодный продукт на той территории, где мы находимся, это куриная тушенка. Но у одного высшее образование, другой вообще профессор, третий там красивая женщина, четвертый там умный мужчин, и там пятый имеет возможности только подстригать и так далее. Но выиграет и станет самым богатым лишь тот, кто начнет делать тушенку. Но в голову даже никому не придет. Тогда кто будет победителем? У того, у кого будет самая большая засада. То есть вот у кого самый большой долг, у кого жена самая вредная, у кого больше всех нога болит, понимаете, кто больше всех не спит, у кого больше всех проблем, у кого дети по ночам кричат, у кого постоянная головная боль, кто не спит, знаете, кому больше всех нужно, кто самый вредный, понимаете, и кто больше всех попал. После этого у этого человека все говорят: нет, я на все готова, но тушенку делать не буду. Этот говорит: я на все готов и тушенку, может быть, сделать даже. И после этого делает тушенку и в итоге зарабатывает сумасшедшие деньги. Почему? А что заставит этих людей, которые находятся в состоянии комфорта? А кто вам сказал, что тушенка это невыгодно? Я как говорил, я еще раз хочу сказать. Вам для тушенки человеческой нужны документы. Делайте кошачью тушенку. Кошки тоже люди, они тоже есть хотят. Наварили как людям, после этого продали кошкам. Думаете, это стоит точно так же дорого? Что думаете, не будут покупать у вас кошачью тушенку? Я вообще могу сказать, что корм для кошек, кошачья тушенка, там какие-то посуды, там есть пластмассовая посуда. Я бы хотел, чтобы у меня была разрисованная керамическая, чтобы у моего кота был такой туалет, как у кота Дональда Трампа, если он у него есть. В золоте, там, может, с сусальным золотом покрытый. Пусть царапалочка будет там с какими-то кусочками серебра и золота, пусть. Зато гости придут, как увидят царапалочку и туалет моего кота, скажут: о, какой молодец Дуйко, видите? Жена ухоженная, кот в золотой туалет ходит. Молодец, мужчина, состоялся. Оксана пишет: да, вы правы, у меня цель купить жилье. Хватаю за любой Колым, обожаю свою работу домработницей, плюс еще занимаюсь шугарингом. Молодец, она ищет возможности какие. И мы дошли до момента, который называется гиперцель или гиперзадача. Сегодня я с девочкой одной разговаривал, она мне говорит такие слова: Андрей Андреевич, я неделю не работала. А после этого, потому что у меня работают мои сотрудники, а после этого я отдохнула, пришла, и мне так захотелось общаться с людьми. Я взяла у своих сотрудников телефон и начала прямо и с этим разговаривать, и с этим. Говорит, мне так хотелось общаться, потому что это моя работа. Скажите, что она сделала? Она накопила психическую энергию и запустила психическую энергию в свой бизнес. У меня обычно люди спрашивают: Андрей Андреевич, почему так получается, что у вас бизнес не имеет вот этой модульности, то есть он не стихает, там, а только растет. Это связано с тем, что я умудряюсь отдыхать. Я отдыхаю, и в тот момент, когда мне хочется работать, я прихожу, у меня есть энергия, мне хочется работать, хочется что-то для бизнеса этого делать, хочется чем-то заниматься. Там хороший вопрос задали: Андрей Андреевич, я утром просыпаюсь, у меня совершенно нет сил. Я утром просыпаюсь, совершенно нет сил. Что же мне делать, Андрей Андреевич? Хотите, я вам расскажу? Я вас вылечу от бессилия раз и навсегда. Клянусь вам, клянусь. Для того, чтобы у вас были силы с утра, найдите того, кого вы будете обожать. Серьезно, найдите того, кого вы будете обожать. Кого? Будущий дом, который у вас должен появляться. Свою работу. Найдите жертву, мужчину или женщину, которого вы будете обожать. Найдите себя, начните обожать. Скажите: я скоро прославлюсь, стану следующим там народным депутатом. Или там еще кем-то. И обожайте в себе вот это качество. Начните его обожать. Утром будете подскакивать, потому что это вас будет вдохновлять. Почему? Дело в том, что человеку необходим мотив. И когда человек просыпается, у него нет сил, это говорит о том, что у него нет мотива. Ему нужно реализовать свою любовь. Есть возраст, когда это делать необходимо, иначе будет смерть. Это возраст 40-50 лет.
Если с 40 до 50 не реализовать свои желания или свои мотивы, или не захотеть их реализовать, до 60 это может длиться. Просто потом это плавно может все погаснуть, понимаете? Потом мотивы не возбуждают. И это возраст, когда переизбыток уже, столько в вас этой любви, что она уже хоть куда-то должна проявиться, хоть кому-то должна быть нужна, хоть куда-то вы ее должны направить, иначе вы взорветесь, как воздушные шарики. Поэтому я очень часто говорю, то, что вам хочется свою собственную квартиру, я вас поздравляю, это большая удача. Утром просыпайтесь и говорите, я сегодня все буду делать, чтобы только моя квартира, индивидуально моя, у меня появилась. Я буду подстригать газоны, я буду мыть волосы кому-то, я научусь красить, я подстригать ногти, я буду делать там эпиляцию на ногах, я буду делать там что угодно, но все буду делать, лишь бы у меня это появилось. И копейка копейки, копейка копейки. Буду это докладывать, понимаете, и буду это собирать. Это такая особенность. Если вы утром проснулись, у вас нет сил, вы ничего не хотите, ставьте тире и говорите себе, вам нужно во что-то влюбиться, в себя влюбиться и жить ради себя, в кого-то влюбиться, и этот человек должен быть мотивом, в детей влюбиться, пусть они вас мотивируют, в желание влюбиться, в имущество влюбиться, в богатство влюбиться, во что-то влюбиться. Это очень важно. Я очень уважаю целителей, которые обожают деньги. Если целитель обожает деньги, он никогда в жизни, он очень эффективным будет. Почему? Потому что это его мотивирует, ему заплатили, он хочет другому человеку помочь. Самые страшные целители, это которых деньги не мотивируют. Они делают просто так, после этого заболевают и умирают, знаете. И на этом заканчивается вот это целительство. Почему? Потому что настоящий целитель это тот, кто хочет заработать на том, что он хочет излечить другого человека. Понимаете, как по-разному устроена эта жизнь. И деньги его мотивируют. Мотивируют что делать? Помните девочка, которая долго не занималась бизнесом, пришла и начала, прямо у нее порыв был, она начала стараться, она вкладывала свою энергию. Также у человека, которому необходимы деньги, который хочет зарабатывать, его деньги вдохновляют, тем самым у него появляется порыв что-то сделать. Вам заплатили как целителю, у вас есть порыв, вы стараетесь очень хорошо. А если вас не вдохновляет, то тогда зачем вы будете стараться? Ничего и не происходит. Вы знаете, особенность богатых людей в большинстве своем заключается в том, что богатые люди могут упереться в то, что у них нет мотивации, их ничего не возбуждает. У меня был вы знаете одного человека, я не буду говорить его фамилию, но я могу сказать, что все жители Украины 100% знают этого человека. Когда-то приехал к нему домой, и ему как раз делали подстрижку бровей и волос. И я с этим человеком разговаривал. У него такая прихожая была большая с левой стороны. Там охрана это сидела. Он зашел и говорит, ну давай там что-то нужно было с ним говорить. Привез там мужчина по имени Роман к этому человеку. И он говорит такие слова. Он говорит, Роман посоветовал с тобой пообщаться, но я утром просыпаюсь, у меня нет сил, что мне делать? И вот я этому человеку тогда сказал те же слова. Я говорю, вас что-то должно возбуждать. Найдите любовницу, которая будет сволочью. Почему? Потому что она должна будет тратить больше денег, чем вы можете украсть у людей. Я так и разговариваю. Что вам кажется, что так разговаривать нельзя? Это все абсолютно не так. Все понимают и знают, что там, кто где находится и чем вообще занимается. Я говорю, пусть будет какой-нибудь, и пусть изменяет, пусть вас это мучает, чтобы вас колотило, это будет вас... Говорит, да не, мне это уже не интересно. Я говорю, ну найдите врагов 100 человек, пусть они вас ненавидят и так далее. Да, мои враги все в могиле. Я говорю, ну понятно, ну вас что-то вдохновляет, там имущество в Испании, там в Мадриде может быть, нет, детей, да, дети, любовниц, все нормально, вот что-то ж должно быть, себя. Вы же можете стать ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени, символом мирового господства, превосходства и так далее. А вот это нормально. Может книгу написать? Я говорю, конечно, вот книга вам поможет. Потом звонил его
там, друг и говорит, наш человек уже книгу начал писать, уже 6 страниц написал, там, уже дописывает. Я говорю, почему дописывает? Ну, говорит, там же подход другой, просто наняли людей, которые книгу написали. Вот, и говорит, уже все, книга есть, типа, надо встречаться, решать следующие этапы или следующие задачи. Понимаете? У богатых людей такое ощущение, как будто они потеряли где-то цель, понимаете, и вот им нельзя завидовать. Конечно же, они потом, как в маразме, находят себе врагов, находят кому завидовать, находят с кем нужно повоевать, находят что-то для того, чтобы мотивировать себя, чтобы еще что-то происходило. Отсюда вот это вот все. Вот этот вот весь бардак, который вообще происходит в мире, представляете, он происходит потому, что мотивы, которые могли бы удовлетворять человека, который растет финансово, они его больше не удовлетворяют. И ему нужны какие-то мотивы, куда вписываются потом религиозные мотивы, куда вписываются потом какие-то мотивы за страну, за людей, за, там, глаз за глаз, око за око, зуб за зуб, отомстим за там, 30 мая там, и так далее, и так далее. Там. 11 параграф, 22 вопрос, 17 статья и так далее. То есть начинается вот это вот все развиваться каким-то образом, это все начинает колотить и так далее. Обычные люди отличаются от этих людей, что они утром просыпаются, у них сил нет. Почему? Ничего не вдохновляет. Вообще. В этот момент надо человеку сказать, ну, тебя что вдохновляет в жизни? Ты хочешь быть великим? А кто же не хочет быть великим? Ну так, пусть это будет твоей задачей. Нет, Андрей Андреевич, великих без меня хватило. У меня, возможно, не получится. Я не понял. Это Диоген говорил, что у него не получится? Или Леонардо да Винчи, начиная рисовать картину, думал, что у него не получится? Или Гитлер, думая, что он будет руководителем гитлеровской Германии, думал, что у него не получится? Да об этом вообще никто не думал. Не нужно вообще об этом думать. Просто делайте и все. Потому что люди часто... Я, думаете, когда-то думал, что у меня не получится сделать эзотерическую школу. Да я был самым, наверное, самым настроенным на это человеком. Я хотел, я ее делал. И все люди, которые рядом со мной тогда жили, говорили... Послушай, вот Игорь Мочеренко, ты здесь есть, давай им историю расскажем. Игорь работал у меня, и в свое время я ему говорю, вот так приехал к себе в офис и говорю, с сегодняшнего дня офис закрыт. Он говорит, как, ведь куча денег, мы все зарабатываем. Я говорю, он меня не вдохновляет. Он говорит, как это может не вдохновлять, это же всех вдохновляет. А ты тоже у меня работал охранником, да, Андрей? В магазине на Большеговской, не? Я помню просто вот эти вот моменты, знаете, оно все работает, все настроено, все приносит свои деньги, но жил и достаточно много, куча людей работает, но все так надоело, нету никакой мотивации, ничего не вдохновляет и нет никаких трудностей. То есть живешь себе, все приятно, все хорошо, каждый день приходишь, носки постированы, шнурки поглажены, туфли начищены, все очень хорошо, только болеешь. Но здесь тоже мотивация все равно выздоровлю не помогала, все равно ничего не нравится, понимаете. И после этого или врагов найти, я сначала пробовал врагов найти, идентифицировал врагов, потом выявлял, потом начинал с ними бороться. Как известно, в каждой войне, если начинается война, сразу же она плодит большое количество врагов. Так в жизни появилось много врагов, я начал с ними бороться, начал выделять на это деньги для того, чтобы бороться, понаходил этих врагов, потом выяснял с ними отношения, мирился, потом снова боролся там, и так далее. Но могу сказать, что оно на каком-то этапе вдохновляло, знаете, а потом это вдруг перестало вдохновлять. Почему? Надоело. Это, знаете, одна и та же игра. Прятки. 3 дня играешь в прятки, на 4-й день уже не вдохновляет. Получается, люди, которые живут обыкновенной жизнью, они сталкиваются с тем, что им всего лишь не хватает метазадач. Они настолько погрязли в состоянии комфорта, что им не хватает просто метазадачи. Они утром должны проснуться и сказать, что меня вдохновляет, ради чего я живу. Вот настоящее проклятие, это когда утром просыпаетесь и все, и вы ничего не хотите, вас ничего не вдохновляет. В этот момент нужно быть следующей мировой знаменитостью.
следующей мировой звездой, там, научиться петь, танцевать, фокусы показывать, или стать следующим очень богатым человеком планеты Земля, или хотя бы своего города, или хоть, ну я не знаю, вот нужно кем-то становиться. Почему? Пусть это хоть как-то... Есть более такие, более неглобальные задачи, которые могут мотивировать. Неглобальные задачи — это там иметь свою квартиру или иметь свою машину. Меня вдохновляет машина, я хочу к этому стремиться. Я все для этого сделаю, я готов браться за любую работу. После этого тире. И дальше червь сомнения, который должен спрашивать: точно за любую работу? Говорите: точно, точно, за любую работу. Ну хорошо, а ты сейчас работаешь? Нет, не работаю. А что ты умеешь делать? Что умеет делать женщина, которая ничего не умеет делать? Итак, давайте я вам сегодня расскажу, что умеет делать женщина, которая имеет возраст 60 лет и которая ничего не умеет делать. Итак, она умеет стирать, убирать, умеет? Подметать и мыть умеет? Мыть посуду умеет? А готовить пищу умеет? Еще ни одной не знаю женщины, которая бы в 60 не умела делать еду. Скажите, это уже есть какие-то компоненты, которые соприкасают ее с элементами использования эксплуататором их эксплуататорских, эксплуататором эксплуатировать эту женщину. Есть уже точки соприкосновения, да. В ресторане можно мыть посуду. Если умеешь там подметать, можно устроиться в клининговое агентство. Если умеешь застилать, в отель. Понимаете? Что теперь нужно сделать? Надо ее поискать. А если я живу в деревне и ничего не получается? У тебя на огороде получается сапать? Да, отлично. У вас много огородов? Много. Ну вот, можете ходить сапать по всем огородам. Это может принести прибыль? Вы представляете? Может. Просто там не все хотят. Знаете, с чем обычно сталкиваются люди? Они умеют это делать, но они не хотят на этом зарабатывать деньги. Почему? Потому что у них нет какой-то цели. На бутылку хватит и 1 часа подсыпать. А вот потом уже не вдохновляет. И этому человеку говоришь: а ты еще, для того, чтобы хотеть еще, нужно для чего-то эти деньги зарабатывать. А так цель была только одна: бутылку купить и конец. Обычно это выглядит так: до 1-й или до 2-й или до 3-й бутылки. А потом неинтересно. Это так было у меня когда-то, там, приехал к маме и говорю: давай наймем каких-нибудь людей, пусть они там подсыпают тебе огород. Она говорит: хорошо. В первый день пришли, подсыпали, кусочек остался. Я говорю, на 2-й день к одному из них прихожу и говорю: Володя, вы бы могли пойти еще раз досыпать? Он говорит: нет, уже нету желания. Почему? А уже нету желания, потому что уже вчера напились, потому что еще деньги остались, и сегодня будем продолжать допивать то, что вчера не допито. Я говорю: а нет ли кого-то? Он говорит: нет никого. Я домой прихожу и говорю маме: что же делать? Она говорит: иди сам досапывай, что ты хотел. После этого я пошел, досыпал. Ужас. Подскажите, пожалуйста, бывают ли продавцы, которые не воруют? Если да, то по каким праздникам, по каким признакам это его определить? Смотрите, вся проблема людей, которые пишут такие письма, заключается в том, что они недостаточно опытно организовали свой труд. Одна из особенностей бизнеса заключается в том, что недостаточно знать, как продавать, недостаточно иметь товар, недостаточно. Самое важное в бизнесе — это сохранить, а также учесть, а также не дать своровать. Вот что нужно ставить на первое место. Когда ко мне пришли недавно люди, они мне предложили стать совладельцем сети продуктовых супермаркетов. На что я, естественно, сразу же задал вопрос: какую вы используете программу учета, какие используете кассы, и как же вы собираетесь собирать эти деньги для того, чтобы их перевозить, какие вы будете использовать системы оплаты и перевозки, а также логистика, транспортная логистика, учет транспортной логистики, есть ли у вас объединенная программа и так далее. Когда я это все говорил, у одного из них аж слюни выделились. Он говорит: это что, вот это все надо? Я говорю: а у вас уже есть эти магазины? Да. Ничего, вы их через 3-4 года закроете, можете даже не сомневаться. Почему это закроем? У нас все очень хорошо получается. Пока получается. Но поверьте мне, пройдет 3-4 года, и вы это все закроете. Андрей Андреевич, ну вы ошибаетесь, вы ничего не понимаете. Вот я как раз понимаю.
Почему? Потому что в свое время, когда я открывал продуктовые супермаркеты, а у меня такая задача была, я этим занимался, то я на первое место ставил покупку программы и учет товара, который находится в моих магазинах. Понимаете? А также покупали специальные кассы, а также в кассах придумывали, как должна стоять охрана, кто будет забирать, как мы будем контролировать этих людей, вплоть до мешочков, которые опломбируют учетчик и так далее. Понимаете? То есть вот это все сидели и вот так вот поэтапно, вы представляете, выстраивали самые механизмы. Еще до момента открытия магазина. После этого нашли компанию, которая из Харькова писала нам программу учета, покупали эти мониторы, устанавливали это все, где девочка, ей подносят степлированный товар, который реагирует на то, что его выносят и так далее. Кажется, что это все дорого. На самом деле это совершенно все недорого. То есть, когда посчитали, вот смотрите, я когда-то научил этому мужчину из Кировоградской области. У меня есть знакомый, его зовут, неважно, из Кировоградской области, по-моему, Игорь. Он когда-то был учеником школы и говорит: Андрей Андреевич, у меня магазин, продуктовый супермаркет, и я хочу запустить систему учета. Я говорю: смотри, тебе перед тем, как запустить систему учета, нужно поставить специальную систему, раз люди дотрагиваются к товару, они не должны его выносить. То есть тебе необходимо на каждый товар наклеить специальную зебру, такую, специальную полосочку, которая будет реагировать в случае, если кто-то захочет украсть. Я говорю: ты должен с этого начинать. Он говорит: у меня маленький магазин. Я говорю: не страшно. Начни с маленького магазина. То есть, когда ты этот товар будешь на него клеить, ты его сразу же будешь вносить в программу. То есть у тебя должен быть второй сканер, который здесь наклеит, присвоит этому товару какой-то номер и внесет его в общую программу. Он говорит: но если у меня товара много? Я говорю: конечно, весь товар твой, он должен быть вот таким образом простеплирован. И он говорит: ну это ж куча работы. Только в начале куча работы. Только в начале. Ты возьмешь жену, это все введешь, у тебя будет база. Новый товар взял, туда клеит девочка, тут же это вносит, программа это считает. Объединенная вторая программа считает таким же образом, человеку на кассе продают, девочка проводит вот этим сканером, после этого это все. Он говорит: это очень дорого стоит. Итог, сколько это дорого стоило? Касса такая обошлась. Вот эти два сканера обошлись в $30, итого $60. Один сканер у бухгалтера $30, итого еще $90. Дальше касса, которую купили вместе с этой программой, обошлась $1200. И там программа обучения, там дополнительно бухгалтер, который этим всем занимался. Ну это там, я не знаю, там $300, наверное, в месяц заработной платы. Итог, который получился, он после этого приехал ко мне и говорит: Андрей Андреевич, мой магазин начал очень хорошо продавать. Я говорю: почему твой магазин начал? Потому что у меня перестали воровать. Я говорю: ну так ты начал заниматься профессиональным бизнесом. Тогда скажите, кто виноват в том, что где мне найти продавца, который не будет воровать? А скажите, как мне найти продавца, который... Все будут воровать. Вы согласны с этим? Если этот товар... Вот я хочу поставить на улице товар для продажи в супермаркет, но не хочу арендовать супермаркет. Я решил на улице поставить прямо товар в ящиках. Люди идут, после этого собирают товар себе в сумки и кульки, и в карманы, и после этого я стою, и они должны рассчитаться со мной. Скажите, у меня это получится сделать? Да. Сколько я заработаю? А где мне взять таких людей, которые не будут воровать при покупке товара? Смогу ли я найти таких людей? Это же усложняет саму задачу. То есть мне нужно отделять этих людей каким-то образом, где-то их искать, какую-то работу с ними. Это же усложняет все. То есть здесь получается человек, который говорит: где же мне найти продавцов, которые не будут воровать? Он фактически усложняет себе жизнь. Ведь легче не где мне найти продавцов, а взять любого человека, а просто устроить так систему, которая не даст возможности воровства. Согласны с этим? Ведь так же легче или так же проще. Но вот так же оно и работает, вы представляете? Я не знаю, у нас же эзотерический семинар. Скажите, пожалуйста, Козерог. Отлично.
И как вы верно сказали, что обладателей такого знака все раздражает. Меня тоже все раздражает. И это верно. Неужели ничего сделать, если козерожья карма давит? Я с возрастом даже перестал улыбаться. Все понимаю, мучаюсь из-за этого и очень хочу измениться. Но все мимо. Что же делать? Одна надежда на эзотерику. Если у вас есть чувство, которое заставляет послать какого-нибудь человека, идентифицируйте это чувство и пошлите это чувство из себя. Помните, уже это когда-то говорил. Работает это, да? Второе, как же избавиться? Ребята, жить нужно с мотивом. В случае, если человек живет без мотива, то его мелкие задачи раздражают. Если есть одна глобальная задача, то тогда, живя ради этой задачи, все остальное мелкое не раздражает. Так людей, живущих ради любви в своей семье, ради покупки имущества какого-нибудь глобального, ничего не раздражает. Потому что Айболит летел на орле и летит на орле, одно только слово твердит: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. Понимаете? То же самое с человеком, у которого есть мотив. Понимаете? Айболит летит, ветер ему в лицо дует. И он раздражается на орла, потому что тот укачивает, но его ничего не отвлекает, потому что его задача одна: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. И он хочет долететь и помочь маленьким зверятам. Правильно? Скажите, когда летел Айболит к маленьким зверятам, у него были задачи какие-то, помимо того, чтобы этих детей спасти? Не было. Вы там читали, что орел орел крыльями машет, и ветер уши простуживает, и слезы у Айболита, и Айболит не может сдержаться, его руки устали от того, что он орла держит, и самолеты его чуть не сбивают, и Северный Ледовитый океан под ним, и он голодный, ему нужно сесть, и он третьи сутки летит, и уже не знает, что делать. Ничего этого не было, нет. Почему? Потому что это все не имело значения. Если человек победитель, то человека победителем делает уже понимание того, что у него есть задача. Никто никогда ни у кого не побеждает до того момента, пока не появляется метазадача. Люди любят победителей. Победа заключается в том, что человек хотя бы знает, в чем ему нужно победить. Понимаете, хотя бы знает. Как может не хватать сил, если утром человек будет вскакивать и кричать: Лимпопо, 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 Лимпопо. То есть моя мегазадача. Почему люди не могут выбрать мегазадачу? Потому что мелко роете. Потому что нужна такая мегазадача, как у Петра Ивановича Порошенко, президента Казахстана. То есть у таких людей нужно учиться, понимаете, или у Владимира Владимировича Нековаленко, я не знаю, то есть у таких президента Никарагуа. То есть у таких людей нужно учиться, понимаете, у таких людей. Они утром просыпаются с улыбкой, потому что у них есть мегазадача. У них есть мегазадачи, и у них нужно обучаться. Даже если эта мегазадача украсть больше, чем воруют все остальные, это все равно хорошая задача, если она вдохновляет человека. Я не говорю сейчас об этической стороне вообще других людей и так далее. Мы в школе не обсуждаем. Я говорю о задачах, которые могут заставить человека, и у каждого эта метазадача, она должна быть персонально своя, такая, чтобы вдохновляла, такая, чтобы аж руки дрожали, такая, чтобы аж зубы сводила, такая, чтобы это было мега задача. Не нужно верить, что это уже происходит. Не нужно себе говорить: у меня есть это, у меня есть. Этого у вас нет, но вы к этому должны стремиться. Если вы к этому должны стремиться, вы обязательно этого добьетесь. Когда-то Генри Форд написал, что не было еще ни одной поставленной человеком задачи с искренностью и желанием. Вы знаете, сейчас мир разделился на людей, которые несут ахинею, и людей, которые понимают, что говорят. Люди, несущие ахинею, они говорят так: главное мечтать в эту сторону, главное мечтать. Нифига, ничего не поможет. Мечтаешь, глупостью занимаешься. Нужно не мечтать. Задача это, ты просто знаешь, что у тебя это есть, и ты все свои желания, все побуждения и любую работу этому посвящаешь и в эту сторону работаешь. А то, что ты мечтаешь, можешь запхнуть в одно место. Никому эти мечты не интересны. Если ты мечтаешь и не делаешь, то ничего не произойдет. Лучше не мечтать, а делать. Я когда-то говорил, если делаешь, то тогда не мечтай. Если мечтаешь, то уже не делай. Почему? Все равно ничего не получится.
Андрей Андреевич, у нас сегодня харизматичный такой вебинар получился. Но он же не напрасно называется «Вебинар для победителей». Андрей Андреевич, я проходила первую ступень, помню про резинку, но все же часто, когда еду в общественном транспорте или иду по улице, когда читать мантры нежелательно, в моей голове разворачиваются целые миры. Как правильно мечтать женщине, чтобы намечать себе много денег и дом? Или как целенаправленно мечтать, желать, что... Я же говорил когда-то, что мечтать не нужно. И я хочу еще раз вам сказать, друзья мои, не надо мечтать. Не нужно мечтать, нужно иметь цель для того, чтобы ее осуществлять. Цель — это один раз в год четко поставленная задача, которую ты понимаешь. Или один раз, допустим, там, в 30 лет четко поставленная задача, которая тебя вдохновляет. Вот женщина такая ко мне приезжала, она говорит, я очень хочу уехать в Америку, я скорее всего уеду в Америку, Андрей Андреевич, получится уехать или нет. И она об этом говорит 3 года. И она 3 года толкает мужчину все время, вот он все время в этом направлении работает. Уедут они или нет? Конечно. Конечно, она стабильно, ежедневно напоминает. Стабильно, ежедневно. Ему повезло, у него жена, которая умеет мега циклично ставить одни и те же задачи, чтобы он не забывал. Она каждый день его в спину толкает, чтобы что-то... Ты сегодня сделал что-то по направлению к Америке, мы сегодня уже там что-то сделали, и все. Вот он говорит, я ни имущество не покупаю, ни машины, там ничего не покупаем, все деньги собираем. Почему? Нам в Америку уезжать. Ну так они уедут. Они уедут рано или поздно. Он говорит, но все против нас, теперь будем покупать там молдавские, румынские, венгерские, еще не знаю какие паспорта, будем ехать туда, потом будем иметь вид на жительство, будем открывать компании и так далее. И там у него все время попытки, они уедут 100%. Почему? Потому что тот человек, который, если такая жена попалась, которая постоянно толкает в спину, и мужчина ничего не может сделать, только создавать и создавать, то тогда она и создаст при помощи его рук, понимаете? Это такая особенность. И здесь комфорта ему нет. Почему? Она его из этого комфорта все время выводит. Здесь метазадача женщины или метазадача женщины становится метазадачей уже всей семьи. Такое тоже бывает. И ему повезло. Ему повезло. В моей жизни всем повезло, наверное, кто со мной рядом живет. Почему? У меня глобальные метазадачи, они у меня уже лет 20, знаете. Я к ним иду как человек по пустыне, знаете, или как Соломон к своему Израилю. Моисей к своему Израилю, знаете, по пустыне. Но они меня настолько вдохновляют, что у меня никогда не бывает, что я утром просыпаюсь, и у меня нет сил. Я каждое утро просыпаюсь, у меня всегда есть силы, у меня всегда есть желание. У меня даже если я плохо себя чувствую, сил нет, то меня метазадачи поднимают, как феникса. Понимаете, я все равно буду двигаться вперед. Мне говорят, там, плохо то, что ты этим занимаешься, хорошо, нравится нам или не нравится. Мне это вообще не интересует. Почему? Моя метазадача, она состоит в другом. Я плавно двигаюсь к своей цели. И все, ничего не отвлекает. То есть я как трактор куда-то двигаюсь. Конечно же, это и есть другой вариант. Была у меня подружка Маша. Она мне говорит, я утром просыпаюсь, и после этого сил у меня нет, снова ложусь. Андрей Андреевич, бизнес не торгует, это не получается, это не получается. Я ей говорю, Маш, ну тебя что-нибудь вдохновляет в жизни? Она говорит, ну а что, дети вдохновляют, наверное, там сын женился, там есть дети, дочка уехала в Америку жить там и так далее. Вот дети вдохновляют. Ну так твоим детям нужна квартира, ну я им свою оставлю. Я говорю, так тебе незачем жить, Маша. Она говорит, ну почему не? Ну так у тебя все хорошо. Если у тебя все хорошо, тебе незачем жить, то тебе надо какие-то трудности с бизнесом. Возьми в долг, я не знаю, там 300-400 тысяч долларов, пусть у тебя имущество заберут. И потом посадят тебя на счетчик, пусть что-то в жизни вдохновляет. Это будет мотивировать тебя деньги отдавать. Каждый день будешь вскакивать, как деньги отдать, как деньги отдать, как деньги. И будет у тебя задача какая-то. Побойтесь Бога, не просыпайтесь с утра и не говорите, у меня нет сил. Вы что? У вас появятся силы, когда появятся неприятности, понимаете? Я хочу, чтобы у меня появились силы, чтобы у меня энергии появилось много с утра. Ну все,
Завтра будут неприятности, будет какой-нибудь долг, знаете, в районе $500 000. И после этого дрожащий возле головы пистолет чужого дядьки, который будет говорить: до вечера 50 000 или мы застрелим тебя и всех поочередно. После этого будете бегать, столько будет внутренних сил, вы даже не представляете. Аж подскакивать будете на ветру. Так будет много сил, будет много энергии, много сил, и будет все равно, где взять и каким образом доставать и так далее. Но скажите, это того стоит? Ну, наверное, не стоит, но тогда и просить не нужно. Тогда нужно просто в самом начале иметь какую-то метазадачу. Как выйти из эгрегора, например, из церкви или другого эгрегора? Надо ли это делать и когда? А кто вам сказал, что эгрегор церкви вас держит? Вот смотрите, эгрегор мужчины может держать женщину. Каким образом? Женщина уже не встречается с мужчиной, а о нем все думает и думает, и думает, и думает, и думает, и думает. Почему? Вот она находится в эгрегоре этого мужчины. Если человек ушел из церкви и после этого запросто пришло воскресенье, а он утром не проснулся. После этого пошел, поел, лег спать и в течение дня не вспомнил о церкви. Если вас не тянет, значит на вас эгрегор этот не действует. Эгрегор страны или эгрегор города. Вы уехали из своего города и живете в другом городе, и вам там хорошо. И вас совершенно не тянет в тот город, в котором вы раньше жили. Тогда эгрегор этого города на вас не действует. А если вы уехали и так же тянет в деревню к маме, ну так же тянет в деревню, и приедете, и там и дышать хорошо и так далее, тогда вы находитесь в эгрегоре этой деревни, значит вас тянет. Понятно? Таким образом, а как выходить? Очень легко. Вот смотрите, я приклеился к жвачке. Один раз ногой дернул, другой раз ногой дернул, не отклеился. Потом третий раз, четвертый и отклеился. Вот таким образом и здесь происходит. Хочется поехать, не едете. Хочется второй раз, не едете. Третий раз не хочется, можно ехать. Понимаете? Хочется поехать обратно там куда-нибудь. А мне вот хочется в Америку, допустим. Хочется поехать в Америку, а я не еду. Хочется поехать в Америку, я не еду. А потом не хочется, можно и не ехать. Все, на меня эгрегор не действует. Понятно? Вот так и отключаются люди. И сказать о том, это только желание. Допустим, я раньше был коммунистом, допустим, я им не был никогда. Я раньше был коммунистом, и вот сейчас у меня воспоминания. Я так хочу снова коммунизм, мне так хочется коммунистическую партию, мне так хочется в ту среду. Все на меня начал влиять эгрегор. После этого я отогнал эти мысли и говорю, да зачем оно мне надо? Уже коммунизма не будет, коммунистическая партия уже не имеет такого влияния, все, мне больше это не интересно. После этого на меня это не влияет. Все, я отключился от этого эгрегора. Все остальное это чрезвычайно преувеличенные идеи, которые очень часто не имеют ничего общего со здравым смыслом. Касаясь темы персонального тирана для человека, может ли какой-либо эгрегор, помимо окружающих или близких людей, быть тираном для человека? Вот смотрите, если, допустим, я долго хожу в церковь, и потом начинается суббота или воскресенье, я знаю, что мне в воскресенье нужно идти, и я не могу сдержаться, прямо не могу сдержаться, утром поднимаюсь, у меня и ножки, и ручки болят, и у меня ни настроения нету никакого, ни чувств никаких, и я как зомби встаю и иду в церковь. Приезжаю туда, слушаю батюшку, у меня поднимается настроение, я счастлив. После этого я еду домой, у меня хорошее настроение, там, слава Богу, все хорошо и так далее. После этого не смотрю телевизор, не читаю никакую литературу, изучаю только истории жизни христианских сподвижников. И после этого до следующего воскресенья. Приходит воскресенье, и снова я не могу ничего сделать. Скажите, но вот то, что на меня влияет, оно подавляет меня или нет? Подавляет. А если это меня подавляет и заставляет меня делать что-то, что идет помимо моей воли, вы представляете? А ведь это подавляет, так бы я не хотел, а меня прям подавляет и тянет. А раз меня подавляет и тянет, значит это агрессивная энергия, которая настолько сильна, что даже подавляет мою волю. Тогда этот эгрегор агрессивный. Вот тогда он подавляет волю другого человека. Тогда это подавляет, и тогда это опасно. Тогда и нужно бороться с этим. А до того момента, когда я могу сказать, сегодня вообще вроде в церковь нужно пойти, ну и не хочу. Буду дома спать. После этого не пойду.
И все, и после этого мне окружающие начинают говорить: ты что, в церковь не ходил? Да, не ходил в церковь. И что, на причащение не ходил? Нет, не ходил на причащение. И что, даже не каялся там за прожитую неделю? Нет, нет, даже не каялся вообще. И что, тебе совесть не мучает? Нет, как тебе не стыдно? И ты сподвижников? Нет, я смотрел сериал «Доктор Хаус». Весь день лежал вот так, клацал и серии на серию смотрел «Доктор Хаус». Зачем тебе нужно? Это все от зла. Если у меня это зарождает сомнение, и после этого меня начинает мучить совесть, значит, этот эгрегор проник в мою жизнь и начинает меня мучить. А если мне все равно, я говорю: хорошо, я пойду потом на следующую неделю, то после этого и не иду, значит, он на меня не влияет. Так эти энергии могут бороться и захватывать человеческое сознание и даже манипулировать их желаниями. Как манипулируются желаниями? Раньше я утром просыпался и говорил: да не знаю, идти в церковь, не идти в церковь к батюшке, не знаю. Не знаю, еще посмотрю. После этого поел, почесался, делать больше нечего. Говорю: да пойду в церковь схожу. После этого пошел в церковь, постоял там с какими-то знакомыми женщинами, про Порошенко поговорил. После этого вернулся домой. После этого это на меня не влияет. То есть я хочу иду, хочу нет. Но в случае, если я утром проснулся и первые мысли в голове: так, надо в церковь, надо не опоздать, надо срочно вовремя, надо выглядеть хорошо, надо еще что-то. Все, я уже нахожусь в агрессивном эгрегоре. И в случае, если ему не дать, я говорю: нет, я не хочу, я буду сражаться, то вот в этот момент начинается борьба за меня. Каким образом? Он начинает влиять на меня, пробивая энергетику 4-й чакры и 2-й. То есть появляется состояние беспокойства. Это если я не пойду, то будет суд небесный. Ой, если я не пойду, то будет мне там ужас, гиена огненная. Ой, если я не пойду, то это мои дети начнут болеть. И если я не пойду, то там денег не будет, квартиру заберут. И начинается маразм. То есть кто влияет на то, что этот маразм происходит? Вот этот эгрегор. Он забирает у человека здравый смысл. Человек после этого сам себе накручивает. Как фанатиков, если их берут и после этого не пускают, они готовы себе в этот момент вены резать, убивать себя. Почему? Эгрегор хочет крови, понимаете? Он очень сильно хочет крови. Это, кажется, энергетика не имеет особого там значения, не имеет особого там влияния. Нет, имеет особое и значение, и влияние. Представляете? И значение, и влияние. Касаясь темы персонального тирана, может ли какой-то окружающих близких людей быть тираном для человека? Только окружающие и близкие люди могут быть тираном. Зачем Бог придумал состояние тирании для обыкновенных людей? Тирану нужно быть признательным и благодарным. Почему? Признав тирана и не обращая внимания на тирана, человек обретает состояние доброты, становясь более добрым. Когда человек становится более добрым человеком, то этот человек, выращивая свою добродетель, становится высокодуховным существом. Что такое путь или духовный путь? Кто такие высокодуховные существа? Высокодуховные существа — это люди, которые научились быть мультидобрыми. Это не значит, что прямо с сегодняшнего дня мне нужно написать письмо: Андрей Андреевич, я не могу поехать на морской курс, что мне делать? В надежде, что Дуйко добрый и он хочет пустить бесплатно кого-то на морской курс. Но скажите мне, я разве похож на дурака? А скажите, я добрый или нет? Конечно же, это глупость, когда человек думает, что если человек добрый, то он обязательно должен быть дураком. А это неправда, потому что добрый — это не значит дурак, а дурак не значит добрый. Поэтому, когда говорили «Иванушка дурачок», не так. Иванушки бывают хоть и дурачки, но не добряки. И когда есть люди, которые говорят, что мы добряки, это не значит, что они при этом еще и дураки. Понимаете? Именно поэтому я хочу сказать, что я на такие письма даже внимания не обращаю. Почему? То есть вы хотите сказать, не вы, а те люди, которые пишут такие письма: я с утра до ночи, я сегодня встал в 10 часов утра. После этого до 11 часов я читал мантры, потому что читаю мантры каждое утро для того,
потому что у меня пхалам, потому что я работаю с людьми и так далее. Для школы я читаю мантры. После этого я приехал сюда на работу. Целый день я принимал людей. Сложно сейчас сказать, устал я, не устал, но я не знаю. Судя, сколько у нас сегодня людей было? Ну, больше 40 человек. Ну, где-то 50 человек. То есть вот на протяжении... Больше, да. Ну, наверное, человек 70. То есть вот на протяжении дня... Вот представьте, сидеть целый день и выслушать 70 человек. Это уже сложно? Или нет, скажите? Выслушать 70 человек сложно, даже просто так. Но тебе нужно быть в теме, выслушать, после этого назначить или дать совет этому человеку. То есть это же работа какая-то. За эту работу я, скорее всего, получу сегодня какую-то сумму денег. То есть я возьму эту сумму денег, свой день я потратил или свою жизнь потратил тому, что я с утра до вечера сидел, занимался этими людьми. То есть я отработал, я потел, терял там какие-то калории, наверное, там чесался, там возможно, где-то сдерживал гнев и так далее. Этого не было. И После этого это все закончилось тем, что у меня накопилось количество денег. После этого мне незнакомый человек, она мне не друг, не враг, незнакомая тетя какая-то, у которой есть проблемы кишечника, головы и так далее. Она мне пишет: дай мне свои деньги, которые ты заработал, я хочу на них отдыхать. Или я хочу на них, почему бы сразу не прийти ко мне? Ну вот, если вот этому человеку хочется сказать: подарите мне свою квартиру. Почему вы мне не можете подарить свою квартиру? Это же так приятно. Ну как же, это же моя квартира. Ну я же тоже вот целый день отработал, и вы теперь требуете, чтобы я вам подарил эти деньги. То есть зачем я их должен дарить? Я же их заработал. Вот смотрите, мои дети хотят есть, но находится человек, он ко мне подходит и говорит: отдай мне деньги, которыми ты хочешь накормить своих детей, и я хочу эти деньги сам проесть. Зачем мне это делать? А в чем смысл, я не могу понять. То есть, когда человек это пишет, что он думает, почему он так решил, что я должен вот такое делать? А я это получаю, в месяц 3-4 раза, вы представляете? Почему так должно произойти? Я понимаю, там несчастный ребенок, родители все продали на протяжении 10 лет, ребенку не могут вылечить неизлечимое заболевание. Обратилась мама и говорит: у меня уже больше нечего продавать, ребенку нужна помощь. Буду ли я помогать такому человеку? Такому помогу. А если... Иногда в человеке зависть к другому человеку. Если у кого-то зависть, то тогда этот человек должен говорить себе слова, которые продолжают. Это звучит так: если, ой, у него хорошо получается, скотина, нужно сказать: у него хорошо получается, скоро у меня получится точно так же. Таким образом, элемент зависти сразу же устраняется. Это же элементарно, я об этом говорю на всех своих ступенях. Прошла обновленную первую ступень. В какой сфере я смогу реализовать себя? Не знаю. Скажите, пожалуйста, как правильно выкинуть мелочи по 10 копеек? Берете 10 копеек, выносите на улицу и рассыпаете по двору. Посвящая это, не посвящая, а убирая, говорите: там, для моей ровной жизни выбросили 10 копеек. Говорите: для того, чтобы в моей жизни был только успех. Для того, чтобы у меня не было заболеваний. И рассыпаете эти по 10 копеек. После генеральной уборки собралось много вещей, которых выбросить жалко. Когда вы говорите, как можно эзотерически раздать вещи, подскажите, пожалуйста. Берете вещи, складываете в кулек, ставите возле мусорного бака, делаете это вечером, чтобы никто не видел, и тихонечко уходите домой. Если эти вещи оденут люди и будут носить с благодарностью, то у вас всегда будут деньги, чтобы купить для себя такие вещи. Если вы это на показании, показательные выступления, созвали бригаду нищих людей, после этого стали лицом к соседям и начинаете поднимать свой сарафан и говорите: купила в 78 году, в 81 году, в честь Олимпиады, еще как сейчас помню, дарю тебе, носи его и будь всегда благодарен. Все, конец. Все, теперь ни у вас не будет, ни у ваших детей не будет денег, чтобы вообще когда-то на Олимпиаде побывать и сарафан купить. Почему? Это нужно делать абсолютно незаметно, то есть чтобы никто не знал вообще. Может быть посвящение, так мало времени осталось, будет посвящение. Какое посвящение?
Посвящение первой ступени. Скажите, кто у нас здесь еще с первой ступенью? Андрей Андреевич, какой эзотерический обряд можно провести в канун дня рождения, ваша ученица? В канун дня рождения, день рождения – это начало ужаса нашей жизни. Я говорю это серьезно. Смотрите, когда человек рождается, то он рождается и проходит сумасшедший стресс. Рождение – это начало. Скажите, если человека, который только что родился, если его накормить супом, борщом, заставить танцевать, делать физкультуру, выскочить на улицу, заставить его гулять очень долго, скажите, это может ухудшить его самочувствие на протяжении следующих годов жизни? Может, да? Как вы не можете понять, рождение – это начало, а начало – это, наоборот, самый лучший праздник, который может быть у человека в канун его рождения – это сон до обеда. Что нужно делать человеку, который только родился? Он должен все отменить и спать как можно дольше. Почему? Если вы этот день проспите как можно дольше, то у вас это принесет вам огромное количество потенциала. Вы накопите энергию на целую жизнь. Потом что нужно сделать? Нужно тихонько встать, поесть, а не попить, как это обычно бывает. После этого пообнимать всех близких и после этого снова лечь спать. Понимаете? Почему? А если кто-то хочет отблагодарить вас за то, что вы такой хороший человек, делайте это уже на второй день, когда сил наберетесь. Вообще, первый день рождения – это день рождения, который нужно посвятить себе и тем людям, которых вы обожаете. Не нужно свои дни рождения выставлять на показ, чтобы все вас поздравляли и так далее. Я всегда делаю день рождения так, чтобы это было исключительно для моей семьи. Это праздник для меня, моей семьи. Вообще, я считаю, что есть семейные праздники, они имеют значение для человека. А массовые – это гуляние уже, понимаете? Если это массовые гуляния, то тогда всегда задаешь вопрос, за чей счет праздник, кому от этого, кто заплатит, знаете, зачем тебе это нужно, сколько ты с этого заработаешь денег, не является ли это вообще бахвальством каким-то и так далее. То есть, много таких непонятных моментов, знаете. Вот вы пригласили людей, эти люди пришли, посоветовали вам что-то. Вот обратите внимание на этих людей, насколько они вам дороги. Нет, серьезно. Вот у вас день рождения, много людей, каждый вам что-то сказал. Закончилось день рождения и скажите, кто вам дорог? А здесь вопрос, а как определить, кто дорог? Друзья мои, очень легко. Хотите, я вас научу определить, кто вам дорог, а кто нет? Позвоните своим друзьям и скажите, мне срочно нужно $1000. Серьезно, у вас есть близкие, позвоните и скажите, у вас есть $1000, мне очень срочно надо, ненадолго, на неделю. Вот если этот человек с легкостью отдаст вам вот эти $1000, значит этот человек ваш друг. Да, если не даст вам деньги, значит этот человек не друг. Почему? Потому что друг даже не спросит, зачем вам это нужно. Скажите, мне нужны деньги, я не могу сказать на что, дай мне $1000. Или говорите, или звоните человеку, которого вы знаете, и говорите, у меня есть проблемы в семье, мне нужно сейчас пожить, я хочу у тебя пожить месяц. Можно я сегодня приеду и начну жить? Вот если человек скажет, да, конечно, мой дом, твой дом, это значит ваш друг. Если нет, то это не ваш друг. А тогда кто это? Это человек, который связан с вами желанием взаимовыгодного пользования или использования, или эксплуатации. То есть, если человек говорит, ты мне нравишься, ты хороший и так далее, то после этого зачем он рядом с вами, зачем он это говорит? Это связано с тем, что вы, скорее всего, ему представляете для него интерес. То есть, финансовый интерес, я не знаю, может быть не финансовый, а какой-то для развлечения, возможно, вы интерес представляете. Такое бывает, психологический интерес можете представлять. Мне нравится Лена, почему? Потому что ей можно прийти, говоришь, она плачет и так далее. То есть, а ты ей говоришь, она ничего не хочет, такая себе. А с ней, без нее скучно, почему? Она выслушивает весь маразм, который я говорю. Так получается, мне приятно хоть перед кем-то что-то рассказать, а она благодарный слушатель. И после этого, Лена, ты знаешь эту Катю? Знаю Катю. Катя твой друг? Да. Она считает, что я ее друг, потому что я ее постоянно выслушиваю и так далее. А ты попроси у Кати денег. После этого, Катя, дай мне денег. Что ты себе придумала? Кто ты такая вообще? Отстань от меня.
после этого. Вот и конец дружбе. Понимаете, вот я своей маме могу сегодня позвонить и сказать: мама, мне нужно срочно где-нибудь пожить. Можно я поживу в этом доме, там сколько там скажешь? Она скажет да. Если я позвоню своему брату родному и скажу: мне необходимо где-то пожить 2 месяца, ты можешь меня пустить? Он мне скажет: конечно. А я скажу: у меня нету сейчас ни денег, ничего, я могу у тебя пожить? Но знаете, одно дело согласиться, а другое дело через 2 месяца начать говорить, знаете. Вот если выдержит 2 месяца, значит настоящий друг. Вы понимаете, а в моей жизни были такие друзья. У меня был в жизни такой друг, вы представляете, его звали Леня, он потом исчез, наверное, от меня скрылся. У меня был такой друг Леня, и была ситуация, когда он женился, и я этому человеку позвонил и говорю: Леня, мне нужно 2 недели пожить вот в этом городе, можно я у тебя поживу? Он говорит: конечно. Я говорю: это не смутит семью, у них только ребенок родился, девочка. Он говорит: нет. Я говорю: ну у вас же там спать негде. Он говорит: тебе найдем где спать. После этого постелили, сами спали в одной комнате, а мне постелили вообще на кухне, представляете, чтобы я там не мешал, и чтобы так, как плачет ребенок, там никто не слышал. После этого утром встали, я еще спал, потому что привык спать, и вышли тихонько, вы представляете. То есть ему нужно было на работу, я встал в 10 часов, а он ушел в 8 часов. И он, чтобы меня не будить, на кухню даже не заходил. Понимаете, да? Что же я ему хорошего сделал? Вы представляете, ничего. То есть иногда люди так друг к другу как-то притягиваются, иногда у людей появляется что-то, какие-то вибрации совместные, что ли, понимаете. Был у меня и другой друг, был друг такой, и после этого я на этого человека рассчитывал, и после того, когда в больницу попал, то мне нужно было бы, чтобы мой друг приходил ко мне, знаете. Но он пришел ко мне уже, когда я из больницы вышел. То есть это было спустя уже там 2 месяца, когда я из больницы вышел. И после этого я с ним встретился, он говорит: как дела? Я говорю: да в больнице лежал. Он говорит: так я знаю. Очень хотелось в этот момент спросить, что же не мог приехать. Ну, он говорит: да я знаю, больница это не прикольно, знаете. После этого я думаю: ну вот видишь, получается, а ради чего? Он говорит: может где-нибудь там потусуемся в субботу-воскресенье? Я говорю: зачем? Зачем мне это? Зачем мне вообще знать такого человека, на которого рассчитывать невозможно? Получается, даже эксплуатировать такого человека бессмысленно, какие-то сложности только возникают, на этом все сразу заканчивается. А что за дружба получается? Тогда ради чего? Мне безумно не нравятся такие слова, когда люди пишут, там нету ничего дороже, чем лучший друг. Все это глупость. Нету ничего дороже, чем мама, нету ничего дороже, чем жена, нету ничего дороже, чем дети. Вот это имеет значение. А лучший друг до одного места, понимаете? Сегодня друг, а завтра не друг. Хотите определить, хотите избавиться от друга, дайте ему $1000, и можете сразу же вычеркивать его из телефона. Понятно? Под процент дайте ему. Я прошла первую обновленную ступень, приобрела пакет Platinum. Хотелось бы знать, когда получу все, что идет вместе с этим заказом. Но свяжитесь со службой поддержки. Я, к сожалению, совершенно не управляю этим, серьезно. Я не занимаюсь рассылкой и так далее. Сори. Но вы получите, я вам обещаю. Добрый вечер. Мы с супругой стали учениками, но до этого мы закончили другую эзотерическую школу, но мы хотим еще дополнительно знаний. Будем ли мы являться предателями по отношению к этой школе, которые учились до этого? Смотрите, я изучал алгебру. После этого мне захотелось изучать геометрию. Скажите, я являюсь предателем по отношению к алгебре? Разве можно быть по отношению к чему-либо предателем? Друзья мои, если человеку необходимы знания, то вы их можете получать где угодно. Дело в том, что наша школа, эзотерическая школа Кайлас, это немножечко не знание. Эзотерическая школа Кайлас это немножечко не знание, это немножечко как корректор. Корректор адаптации. То есть я школу воспринимаю как адаптационный корректор общего функционального состояния жизни человека. То есть я считаю, что
моя школа, она дает вовремя нужное состояние коррекции. То есть человек начинает понимать, правильно он живет, или будет ли он счастлив, если он будет вот так жить. Или там разобраться вот в том, что с ним происходит. Нужно ли злиться, и человек начинает говорить там, я разозлюсь, к чему это может привести. Но как таковые вот какие-то глобальные знания, насколько я вот ее создавал, эту школу, я их как таковых не даю. То есть я не объясняю, как устроено мироздание, я не рассказываю о том, какие там есть ангелы, архаты, там еще что-то и так далее. Почему? Мне это совершенно не беспокоит, объясню вам почему. Но дело в том, что если мой ребенок заболел, то мне все равно, ангелы есть, и какие архаты и демоны, мне все равно, там, из чего состоит кремний, или из какие есть породы, руды, знаете, и так далее. Мне гораздо важнее, кто моему ребенку будет помогать. То есть мне нужен врач, или мне нужны знания того, чем я могу этому человеку помочь. Вот методы помощи ребенку или методы помощи себя, это то, что я даю в моей школе. А из чего состоят атомы, кто такой Бог, там, какие, есть ли ангелы там, и все остальное. Но я считаю это в своей жизни абсолютно неприменимой информацией. Я попытался из эзотерики убрать абсолютно неприменимую к своей жизни информацию. То есть меня не беспокоит мироздание. Почему? Мне все равно. Почему? Ну я же занимаюсь эзотерикой, это нужно знать. Нужно, я не знаю, меня это не беспокоит, и я живу хорошо. Понимаете? То есть, ну как же ты не... Нет, мне все равно. То есть, а ангелы? Мне все равно, они есть или нет. Там, а там демон? Тоже все равно, мне все равно, они есть или нет. А как же ты живешь? Богато. Представляете? А как же ты живешь? Счастливо при этом. Меньше знаешь, легче спишь, понимаете? Мне это не беспокоит. Зачем мне та информация, о которой мне придется думать? Мне совершенно не беспокоит, какие элементы в космосе существуют, как они между собой там соединены, какие существуют виды кластеров, там, как они между собой соединены, как люди между собой соединены, какие есть там 553 завихренных энергетических энергий, которые нужно там расщеплять, осознавать, знать и так далее. Это ж лишняя информация. Если информация неприменима, то зачем она необходима? Если ее очень много, то зачем? В ней же придется потом ковыряться для того, чтобы найти какой-то один инструмент. Знаете, как в свое время люди, которые изучали ушу, и люди, которые изучали кунг-фу. Да, кунг-фу и люди, которые изучали карате. То есть они в свое время начинали исследовать люди, ну, были такие ученые какие-то или исследования, ну, не знаю я там гарантию или доскональность, наверное, вот этих всех исследований, и кто эти были ученые, тоже сказать не могу, к сожалению. Сейчас я буду говорить как публицист, наверное, или как политик, знаете, ни о чем и бездоказательно. Но я когда-то читал такую информацию, что были люди-каратисты и были люди, которые изучали ушу. И когда каратист должен был там применить какой-нибудь прием по отношению к другому человеку, ему приходилось из всех его ката, то есть вот этих разученных приемов, сначала вспомнить этот прием, а потом его применить. А у человека, который занимался ушу, у него было больше свободы, он принимал, что придется. То есть у одного было большее количество идей, и они были бессвязно разбросаны, а у другого были огромное количество решений, но эти решения были глобальные, крупные, и ему приходилось это выискивать. И за счет этого у одного эффективность, который занимался кунг-фу, у этого человека эффективность была более яркой, чем эффективность у человека, который должен был из всех систем, которые он знал в карате, выбрать только тот правильный прием, который необходимо было использовать. Таким образом, я очень часто говорю, ребята, дело в том, что очень часто мы попадаемся вот на что. Вот, допустим, ну, это не мое мнение, это история человека, назовем его грубо по имени Виктор. В свое время я познакомился с этим человеком, ну, скажу еще раз, имена вымышлены.
С этим человеком познакомился, и он говорит: Андрей Андреевич, я пришел в школу на первую ступень, сейчас хожу с резиночкой, бью себя и так далее. Но я очень болеющий человек, у меня очень плохая судьба. У меня там машину забирают, жена от меня уходит, я болею, там очень тяжело себя чувствую, там в моей жизни там очень-очень плохие состояния. Но говорит, я столкнулся с тем, что я на самом деле все об эзотерике знаю. Я говорю, ну, видимо, ваши знания, которые вы знаете, которые не помогают вам сейчас, не могут вам помочь из-за своей, скорее всего, неэффективности. Он говорит, я это понимаю, но признать это не могу. Я говорю, почему? Он говорит, я поклонник Губанова, я изучил все системы, там, мироздания, углубления и так далее, там вот все, что вообще можно. Я его поклонник на протяжении многих лет, я этим занимался, и я все знаю, каждому могу все, что угодно рассказать. О том, что это такое, как это, а как столкнулся с собой, у меня ничего не получается. Я ему говорю, я не противник ни Поленко, ни Губанова, ни кого-либо еще. Мне они вообще все равно, они мне не колышут. Тем не менее, я хочу сказать, что очень часто количество абсолютно возможно и теоретически правильной информации, возможно даже гипотетически нужной информации в таком большом количестве человеку не нужна. Гораздо важнее для человека это элементы универсально быстрых способов или универсально быстрых выходов. Понимаете, для меня все, что не имеет конкретного коммерческого или конкретно, наверное, быстрого, эффективного воздействия, для меня это все не имеет никакого значения. То есть в случае, если человек говорит, что мне для того, чтобы что-то произошло, нужно раздумывать, нужно искать, то я уже 100 раз сделаю так, чтобы это произошло. Причем во всех направлениях. Почему? Потому что есть эффективность, и она не связана с пониманием, как правило. Она связана просто с тем, что это эффективно. Потому что иногда люди начинают получать информацию, и этой информации очень много. Ее много, она противоречива, она дает пласты ментального поля. При этом человек говорит, мне хочется знать еще больше. Друзья мои, никто не может знать то, что знает Бог. Человек всегда хочет знать то же самое, что знает Бог. Давайте оставим Богу божественное, а человеку человеческое. И все человеческое для человека должно быть не чуждым. Поэтому, если у вас есть человеческое, то стремитесь к тому, чтобы человеческое, не чуждое для человека, благодаря эзотерике стало для вас доступным. А если вы ищете поводы быть как Бог, знайте, как бы вы ни хотели быть Богом, вы им все равно никогда не будете. Почему? Бог бессмертный, человек смертный. Это различие между Богом и человеком. Знаете, я слышал очень много заявлений всевозможных людей, их можно назвать там мастерами, хотя в чем они мастера, непонятно. Я себя не называю мастером. Объясню почему. Мастером может назвать себя человек, который красиво картину нарисовал. А что это за мастер? Человек, который просто там много очень разговаривает. Какой он мастер? Знаете, мастер это, наверное, тот человек, который может красиво плитку положить. А тот человек, который там мастер там, цигуна или мастер хорошо байки рассказывает, знаете, ну это просто, наверное, там человек, который просто разговаривает. Поэтому мастером может быть тот человек, который услышал кого-нибудь и после этого сам сделал, у него получилось. Все, он это сделал многократно, в этом является мастером. Конечно, можно ли сказать, что я являюсь мастером в ходе лечения людей? Вы знаете, исходя из статистики выздоровлений людей, которые ко мне обращаются, я могу сказать, что я где-то могу себя считать мастером. А вы знаете, когда я открывал только свою тибетскую формулу, это было 8 лет назад, то несколько лет подряд я сомневался, что препараты компании «Тибетская формула» могут быть для человека полезными. Потому что я до конца не верил. Помните, как я говорил о Глобе, который сам не верит, но просто никому не рассказывает, и о девушке, которая говорит, что я не верю в то, что у меня все получится. Вот то же самое было у меня. Я просто тоже не верил, но молчал. Понимаете, почему? Потому что я понимал, что необходимы исследования, понимал, что это все моя гипотеза, понимал, что не все возможно так хорошо, препараты много раз изменялись, но то, что получилось в итоге, меня очень вдохновляет, очень удивляет, и я понимаю, что мы дальше растем. Вот 2 новых препарата сейчас, видите их
названия даже есть А25 и ДС22. То есть есть даже там новые препараты, которые вот запускаем и после этого проводим исследования и так далее. То есть я могу сказать, что все в жизни является творчеством, и все в жизни изменяется. Я тоже изменяю препараты, тоже набираюсь мастерства, тоже каким-то образом в чем-то становлюсь по чуть-чуть мастером. Вот если бы мне сказали, вы мастер по изготовлению препаратов, я бы сказал, да, точно. Но когда говорят, вы мастер, Андрей Андреевич, в эзотерике, я говорю, нет, нет. Скорее всего, вы мастера в тот момент, когда вы применяете практики, у вас что-то получается. А там мастер сиюминтан, ну, я не считаю его мастером. Андрей Андреевич, какое влияние имеют кресты «Спаси и сохрани», которые ставят при въезде в города? Спасибо. Очень компрометирующий вопрос человека, который не связан с религией. Объясню почему. Дело в том, что в случае, если я скажу, что это плохо, я тем самым оскорблю людей верующих. А если я скажу, что это хорошо, то я оскорблю людей, которые являются верующими другой религии. Вы представляете, ведь есть верующие, есть атеисты. И любые вопросы, которые касаются веры, они должны оскорбить либо одних, либо других. Таким образом, если я скажу, что мне не нравится, я оскорблю верующих. А если я скажу нравится, то оскорблю атеистов, которые вообще давно считают, что это какая-то... Вы знаете, а ведь ставить кресты на въезде и на выезде, это значит обижать тех людей, которые являются еще и почитателями другой религии. А ведь мы живем в странах, в которых одним из гарантов конституционной власти в странах является свобода слова и свобода вероисповедания. И вы представляете, когда люди ложат руку на Библию и дают клятву на Библии, то они таким образом нарушают первый закон или какой там конституции своей страны, который говорит о свободе слова, свободе вероисповедания. Почему? Потому что нужно под Библией положить Талмуд или Тору, а под Торой положить Коран, а под Кораном положить еще что-то. Правильно? Ведь получается, если свобода слова, свобода вероисповедания, то тогда нужно толерантно или этично относиться ко всем остальным вероисповеданиям. Правильно? Таким образом, когда вы ставите кресты, или кто-то ставит кресты на въезде в город, то не обижает ли это людей, которые в этом городе могут исповедовать ислам? И обсуждение кришнаитов, которые есть в интернете, о том, какие они плохие или нет, разве это не нарушает конституцию страны? Вы представляете, а ведь это нарушает. Они же тоже могут позволить быть верующими и иметь желание верить во что им хочется. Правильно? А разве в христианской стране президент, который заходит в христианские страны, одновременно не оскорбляет верующих, которые верят в ислам? Или верят в Тору. А разве выступление в синагоге не является оскорблением? А разве можно показывать программы только о христианстве? Вот смотрите, крест поставили, а где семиконечная звезда? А где шестиконечная звезда? А где семиконечный светильник? Вы знаете, мир так исказился на сегодняшний день, что... Я, допустим, был на отдыхе когда-то и утром проснулся, встал, вышел на улицу, поприседал, подышал, постоял. После этого встал и посмеялся, почитал, посидел, там какой-то шум, кот и так далее. После этого люди, которые рядом находились, перестали со мной разговаривать. То есть я на следующий день выхожу, говорю: здрасте, Надя. Она меня увидела и отвернулась. Вот так. Я говорю: почему она отвернулась? А потом она говорит: вы мне показались, Андрей Андреевич, подозрительным человеком. Я говорю: почему? Потому что вы утром улыбаетесь, потому что у вас утром, потому что вы утром там что-то шипите, сидите, фыркаете и так далее. Я говорю: это у меня вид йоги такой. Она говорит: странная у вас йога. Но я могу сказать о ее муже. У нее муж Валера, и этот муж Валера, он целую ночь пил, утром встал, вывалился, знаете, ему так было плохо, знаете, он так матюкался. И там: ты коза, и там ты там еще какая-то, и ты там сволочь, я тебя ненавижу. Потом повернулся, кричал всем, чтобы вы сдохли, уроды. А потом говорил: я вообще там... Она говорит: не обращайте внимания, это у него в данный момент просто... Ему нужно сострадание, он там, у него депрессии. То есть человек, у которого депрессия, который ведет себя по-хамски, который пьет, толкает женщину, который там рыгает, где ему придется...
Это нормально. Знаете, это нормально, я должен сострадать этим людям. Знаете, уже до чего дошел этот мир, что я должен сострадать людям, у которых депрессия, которые занимаются онанизмом, которые рыгают в подъезде, которые дерутся, знаете, вот у которых депрессия от того, что, которые изменяют женам и домой приходят пьяные, которые не моются и вонючими приходят ко мне, у которых за 3 версты пахнет там плохо изо рта, которые отекают и так далее. То есть я должен к ним относиться с состраданием. То есть сейчас быть здоровым человеком, быть человеком, который обожает свою жену, быть человеком, который возится и любит своих детей, быть человеком, который искренне с 11 до 6 ежедневно занимается своим бизнесом, который не имеет любовницу и который думает только о том, как в жизни состояться. Этот человек неправильный. Куда сдвинулся мир? Я не могу понять. Вы слышите, да? Куда сдвинулся мир? Что с ним происходит? То есть я должен сострадать и должен понимать вот таких людей. И меня не понимают, потому что у меня, видите ли, такая дурная вера, что я не пьяница, что у меня нету сбоку там какой-то там молодой или, я не знаю, взрослой любовницы. Там все. Соня, закрой уши. Там, я обязательно должен быть сволочью, потому что у меня жена красивая, понимаете. Я обязательно должен быть сволочью, потому что у меня часы золотые. Понимаете, я обязательно должен быть пьяницей, потому что в этом мире не пьяницы не живут хорошо. Знаете, на это все смотришь и говоришь, точно в этом мире что-то не так, точно. То есть, если я домой смурной не прихожу и не ору с пеной у рта, то значит моя семья скрывает, и она 100% потом ругается из-под тишка под одеялом. Вы понимаете, да? Я это вот, когда увидел эти сообщения, которые там написали, у меня глаза были вот такие. Я дома возмущался, ходил, говорил, как человек может такое писать? Он ни меня не знает, ни ко мне никакого отношения не имеет. Где у человека столько совести, что человек умудряется? Я понимаю, почему я такой образ создаю. А вот если бы я был пьяницей, если бы у меня было 21 любовница, знаете, причем такая, если бы у меня было еще и там, я не знаю, там 15-летняя, а вторая там 83-летняя, знаете, и я бы разрывался между ними, орал бы на свою жену, там пьяный бы вваливался, там бил, крушил, мне бы сострадали, я был бы нормальным человеком. Понимаете, вот это так, это что, мир так изменился, что в этом мире настолько глобально безнравственным быть гораздо лучше, чем нравственным. То есть человек, который бьет морды, а потом в церкви молится, он гораздо лучше, чем тот человек, который тихонечко обожает семью и по утрам занимается медитацией. То есть куда мир сдвинулся? Разве это правильно? Такого же не должно происходить. Я не говорю, что должно, не должно, но хотя бы какой-то толерантности или хотя бы какого-то там сострадания. Такие люди, они заслуживают, наверное, правильно? И уже если это на тебя не похоже, то это же не значит, что это плохо. Знаете, когда человеку хорошо, он счастлив и у него очень много радости, то этот человек имеет право говорить о ком-то еще. А когда тебе плохо, и ты пытаешься сказать, что мне плохо, и всем, кому хорошо, они сволочи, то это как раз не очень правильный путь. Он такой в одну сторону, и получается в одну сторону делает всех вокруг там не очень хорошими людьми. Можно ли выбрасывать еду и хлеб в мусорное ведро? Вот так в случае, если человек покушал еду со своей тарелки, то в случае, если он уходит, он должен обязательно взять эту еду со своей тарелки и эту еду с тарелки на салфетку положить и после этого обратно на салфетку высыпать. В случае, если такую еду положить на салфетку и обратно положить в тарелку, то энергетическое воздействие на такую еду произвести невозможно. Вот, допустим, Оля покушала, оставила на тарелке свою еду. В случае, если я рядом оказался, я эту еду собрал в кулечек и могу провести целый ряд определенных энергетических влияний на Олю. Почему? Потому что это была ее энергия, потому что она кушала, потому что она дотрагивалась, потому что она желала эту пищу и так далее. Я могу сделать так, чтобы через эту пищу было влияние на ее физическое тело. Для того, чтобы этого не было,
Ну, не каждый это может делать, слава богу, знаете. Поэтому такую пищу необходимо, если вы в ресторане поели, допустим, или у кого-то, то очень часто можно просто сверху ложить салфетку. Это то же самое, что взять еду, высыпать на салфетку, обратно положить. То есть нужно взять салфетку, салфеткой поводить по тарелке и оставить эту салфетку. Я всегда делаю так. Когда бы не поел, салфеточку беру и после этого эту салфеточку ложу в центр тарелки, где бы не кушал. Обязательно это делайте, тем самым вы можете... Какие существуют обряды такие? Один из самых простых: пищу человека собирают, после этого кладут ее в специальный кулечек такой из определенного материала с надписью и над костром цепляют. Произнося определенные слова, человека можно высушить. То есть когда будет сохнуть эта пища, то человек будет сохнуть на глазах. Как сохнуть? Может быть сохнуть на деньгах, сохнуть на чувствах и сохнуть физическим телом. То есть, ну, как это сделать, я не даю и не занимаюсь черной магией. Если вы будете доедать после детей, то вы должны знать, что вы наберете вес. Аккуратно с доеданием. В случае, если вы доедаете, вы будете обязательно набирать вес. Но здесь есть одна особенность. Если мужчина доест за очень красивой женщиной, то он непременно в жизнь притянет огромное богатство. Поэтому, если мужчина ест и ему нравится какая-нибудь женщина, вот если она не доела, что очень часто происходит, я это заметил, когда начал встречаться со своей Соней. Она мне очень нравилась, и она ничего не ела, потому что тогда худела. Чего же я это рассказываю? Она обычно ела так: брала рыбку, делила ее на 4 части, 4-ю часть делила на 4 части, 4-ю часть делила на 4 части, ложила на вилочку и добавляла туда такой же макрокомпонент горчицы и долго разжевывала. Естественно, часть еды оставалась. И я говорил ей всегда: ты будешь это доедать? Она говорит: не буду доедать. После этого я за ней доедал. Я сразу же заметил, как это действует. Представляете, это начало сразу же приносить материальное благополучие. Представляете, сразу же. Я тогда еще понял, что если доесть за красивой женщиной, то тогда денег будет больше. Поэтому если мужчине нравится женщина, он за ней доест, это принесет материальное благополучие. Помните, я когда-то говорил, что красивая женщина — это та женщина, которая в глазах других людей создает желание. Желание познакомиться, желание прикоснуться, желание быть рядом, какое-либо желание. Женщина не обязательно должна быть красивая для всех. Она может быть красивой для определенного количества людей, для кого-то. То есть человек не может всем нравиться. Но в случае, если женщина считает себя красивой или если она выглядит красиво, то она не должна сидеть дома. Потому что если красота отдается миру, и люди, которые на вас видят, видя вашу красоту, считают, что вы красивые, то это фактически делает вас богатыми. Почему? К кому течет любовь, к тому текут и деньги. Поэтому если красивая женщина гуляет в торговом центре, на нее смотрят и видят в ней эту красоту, она фактически делает себя богатой. Поэтому если вы считаете себя красивой, гуляйте, это сделает вас богатыми людьми. Поэтому, если приехать в Турцию, многие турки это знают. Поэтому, если взять женщину, которая красивая, и просто с ней гулять за руку, то это сделает того человека, кто ее держит за руку, богатым. Понятно? Это такая особенность. С ней в это время спать не нужно, достаточно просто за ручку ходить. Почему? Потому что на красивую смотрят, красивую обожают, а она соединена за ручку в этот момент с этим человеком, и его облучают. В Турцию приезжаешь, старые бусурманы такие идут с очень красивыми молодыми девушками, и они платят за это деньги даже молодым девушкам специально, чтобы с ними погулять. Для чего они это делают? Теперь мы знаем, как эзотерики, что это делается с целью привлекания в жизнь материального благополучия. А если вы молодая, а рядом с вами, если вы, допустим, некрасивая, такого не бывает, конечно, но если вы считаете себя некрасивой, то можете ли вы взять за руку красивую и с ней погулять? Да, это сделает вас тоже богатой. Поэтому иметь красивую подругу — это тоже хорошо. Заставляете ее гулять, подруга ходит, улыбается всем, а вы пожинаете плоды. Потому что нужно правильно применять эзотерические методы.
А если на самокате кататься, мне 54 года, тоже привлекутся деньги? Я что-то не могу понять, в чем, как соединить это. В короткой юбке. В короткой юбке на самокате. Если в короткой юбке на самокате, то, возможно, привлечете деньги тоже. Но в спину. Что с нами? А после детей доедать? После детей доедать можно, но поправитесь. Подскажите, во сне очень часто снится на протяжении многих лет золото, и я его ворую. Может, это знак нехороший? Ну вот вы сейчас сами себе противоречите. Если много лет снится и все хорошо, то тогда почему же он нехороший? Ну, если снится и хорошо, то тогда все ж хорошо. Вы раньше называли нас зайчиком, очень нравилось. Сейчас я зайчиками никого не называю. Я называю сейчас зайчиками своих детей. Утром просыпаюсь, говорю, ну что, мои зайчики. Можно ли выбрасывать еду и хлеб в мусорное ведро? Можно. На энергетическом уровне почему нарушается в организме обмен веществ? А кто вам сказал, что он нарушается на энергетическом уровне? На энергетическом уровне ничего не происходит. Обмен веществ начинается не на энергетическом уровне. Он начинается с того, что человек, когда кушает пищу, его кишечник перестает это усваивать. А почему он перестает это усваивать? Потому что там в этой пище есть токсины. А где они взялись? Вот токсины есть на энергетическом уровне. Я всегда говорю, очищайте пищу энергетически. Говорил это всегда. То есть есть специальный метод очищения энергетической пищи. Если пища энергетически очищена и человек ее кушает, то тогда энергетического загрязнения его кишечника не будет. Если пища энергетически загрязнена, то тогда и будет потом происходить энергетическое разрушение кишечника. Тогда и необходимо, это одно из условий вообще правильной работы. Вот смотрите, у иудеев энергетическое очищение пищи. Знаете, да, в Торе написано о том, как человек должен утром проснуться. То есть перед тем, как одеть тфилин, человек должен поднять руки и этими руками не прикасаться ни к колбу, ни к глазам, ни к голове, ни к телу, не чесаться там, ни к половым органам, ни к ногам, ничему. Эти руки, когда человек утром просыпается, в иудейской религии считаются загрязненными. То есть он после сна должен встать, левой рукой, правой рукой помыть вот так вот левую руку, левой рукой помыть правую руку, воду эту использовать второй раз нельзя. И после этого только уже умыться, вытереть эти ручки, и после этого эти ручки чистые. То есть это руки чистые, с которых смыто омрачение или загрязнение. После сна у человека, считается в иудаизме, руки являются самым загрязненным компонентом. Поэтому с них и начинает каждый верующий. Пища, каждый раз, когда пищу принимает иудей, он пищу очищает. Дальше люди, которые в христианстве, люди, которые имеют христианские определенные посвящения, обязательно очищают пищу. Каким образом? Крестят пищу, читают на пищу определенные молитвы, народ читают там и так далее. Дальше в католицизме, да, такое же есть. В христианстве православном, да, в протестантском, да. Дальше где еще? В буддизме вообще полно. Дальше в исламе присутствует очищение пищи. Вы знаете, везде, получается, присутствует очищение пищи. Но раз такое большое количество религиозных направлений считает, что пища может быть загрязнена чем-то, может быть, она действительно чем-то загрязнена, тогда в нашем эзотерическом направлении я даю методы очищения пищи? Даю. Ну так может быть и очищать эту пищу при помощи наших методов. Ну так вот и надо. Когда вы планируете посещение первую ступень, а вы напишите, сколько людей у нас. Андрей Андреевич, подскажи, пожалуйста, во сне очень часто снится на протяжении многих лет золото. Так плохо с деньгами. Наверное, тема эта исчерпана уже, знаете, с этими деньгами. Дело в том, что
слова «так плохо с деньгами» могут написать только люди, которые считают себя потребителями. Вы понимаете, потребитель, он постоянно ждет, что ему кто-то даст. Есть потребители и есть руководители. Если человек считает себя потребителем, он ждет, что манна небесная, что кто-то поможет, кто-то даст. Руководители — это те люди, которые сами берут, сами создают, сами что-то делают. Что сложного? Купили банки, купили замороженные там, черешню, малину, сделали повидло, закатали, продали. Нацепили этикетку, продали. Скажите, это сложный вид бизнеса? Скажите, люди любят творение? Давайте я отвечу, любят. Скажите, сейчас много говорится о том, что необходимо кушать, там, допустим, льняное семя. Говорится об этом. Тогда можно из льняного семени сделать, допустим, чипсы, или из льняного семени сделать печенье, или из льняного семени сделать там какие-то приправы, каши, шроты, там, я не знаю, там, киселя и так далее, сухие киселя. Можно сделать? Можно. Почему никто не делает? Смотрите, сделать из сухого порошка кисель, допустим, или там какой-нибудь компот. Вот если я сделаю в тибетскую формулу, начну продавать, у меня будут покупать. Почему будут покупать? Потому что заваренный порошок льняного семени там лечит кишечник, восстанавливает работу кишечника, является энтеросорбентом и так далее. Несложно. А в жизни, когда человек берется сам за какую-нибудь работу и сам что-то производит, и сам что-то предпринимает, то он становится тем человеком, который руководит своей жизнью. А человек, который говорит: не могу устроиться на работу, не могу ничего сделать, жду, когда там должно появиться, дайте какие-нибудь мне, денег у меня нету, но у тебя их нет, ну а за что тебе их давать? То есть что ты делаешь такого особенного, чтобы тебе можно было давать деньги? Вот как, допустим, платят заработные платы. Хотите, я как руководитель большой компании вам расскажу. Если человека можно запросто заменить другим человеком, значит сумма этой заработной платы у этого человека не должна быть высокой. Почему? Он заменим. Получается, если человек говорит: я хочу больше, после этого ищите людей, если на такую должность легко можно найти людей, которые будут точно так же, которым можно столько же платить, смело меняйте этого человека. Почему? Это абсолютно заменимый человек. Тогда человек говорит: я хочу больше. Почему? Ведь есть целая куча людей, которые могут получать или которым можно платить столько же. Тогда можно найти таких же людей, поставить им платить даже меньше. Вы представляете? Тогда фактически зачем платить больше, если можно платить либо столько же, либо меньше? Ну и после этого человек говорит: мне платят мало, когда мне повысят зарплату? Задайте вопрос: вас можно заменить? Если да, то вам не стоит. А если вам повысят? А если вам повысят, это говорит о том, что руководитель не умеет управлять своим бизнесом. К сожалению, вы понимаете. Тогда вопрос руководителя исчерпан, наверное, да? В этом случае, когда человека можно заменить наполовину, то есть если человека убрать и на его место придется ставить человека, которому придется платить деньги, то за что нужно будет платить? За знания, то есть или за опыт, или за знания этого человека. Вот смотрите, почему технолог больше получает, чем тот человек, который создает пищу? Ведь технолог может работать только один раз в месяц. У технолога есть знания, как приготовить какой-то продукт, поэтому технологу платят не за то, что он что-то сделал, а не за механизм. То есть человек является либо механизмом, либо умом. То есть этого человека наняли, ему заплатили за его ум или его знания, которые он получал. После этого заплатили много или каждый месяц платят много. Потому что убрать этого человека сложно, потому что потом нужно искать нового технолога, который знает то же самое, что знал старый технолог. Правильно ведь, да? Или человека, который является специалистом, допустим, в крупной компании есть человек, за счет которого происходит там сумасшедшая экономия денег. То есть этот человек знает, что такое там стратегия в компании, что такое там бухгалтерский учет, оптимизация расходов и там доходов, там возможно где-то отмывание денег и так далее. После этого человека убрали и поставили человека другого. А с этим человеком компания теряет, не получается зарабатывать и так далее. После этого у руководителя сразу же такой вопрос: может быть, мне вернуть
вернуть старого, добавить этому человеку больше денег или еще что-то сделать. Таким образом, за что платят вообще человеку? Человеку платят или за механизм, то есть человека воспринимают как механизм, то есть отвечающая на любые вопросы кукла-администратор парикмахерской. То есть может ли она получать больше денег? А зачем? То есть это высокоспециализированный человек, или это человек, у которого очень там, или там, допустим, человек, которого ставят и который должен там закрутить, после этого переложить или там замесить и после этого переложить. Этому обучаются в течение дня. Скажите, этого человека легко заменить, даже обучая? Легко, наверное, заменить. А кочегара легко заменить? А водителя транспорта легко заменить? А там человека, который может там, допустим, замесить, перенести, помыть, поубирать, там, приготовить даже пищу, его легко заменить? Ну, во многих случаях легко. Поэтому эта стоимость у таких людей, она достаточно низкая. А если работает первоклассный специалист, который очень быстро на протяжении 3 часов ровно ставит имплант и работает на вас, но он сейчас получает $4000, вы на нем зарабатываете $20 000, но он хочет теперь не $4000, а $8000, то тогда вы его с легкостью будете убирать или будете думать все-таки о том, как повысить ему зарплату? Будете думать о том, как повысить ему зарплату, потому что вы зарабатываете на этом человеке, и выгнать его жалко, потому что придется искать нового, а новому вы за что будете платить? За его определенные знания. Тогда что является ключевым параметром? Внешний вид, внутренние качества или знания человека, когда какого-то человека берут на работу? Знания на первом месте. Представляете, знания на первом месте. Конечно же, люди, которые начинают жить как обыватели, они говорят: устроилась в одно место, потом мне предложили работу. О чем вы говорите? Если тебе предлагают работу, беги туда и сразу же соглашайся. Почему? Если кто-то тебе предлагает работу, это значит, говорит о том, что этот человек заинтересован в тебе как специалисте. Ура, наконец-то хоть кто-то заинтересован в тебе как специалисте. Смело беги. Почему? Я что-то... женщина была у меня и говорит: Андрей Андреевич, мне предложили работу, я теперь буду... Я говорю: если вам предложили, 100% соглашайтесь. Она говорит: да, наверное, пойду, но меня возьмут или нет? Я говорю: если вам предложили, то возьмут, то значит они считают вас специалистом. Я могу сказать, что на сегодняшний день уже никто никому ничего не предлагает. Могли предлагать в советское время работу кому-нибудь, когда там дырка появлялась, кто-то умирал. И после этого говорили: на место старого нужно поставить нового. После этого находили и говорили: главное, чтобы человек был хороший, а все остальное делала система. Сейчас в мире буржуазной эксплуатации, в которой мы находимся, качество человека, его знания ставятся, как ни странно, на первое место. Поэтому хочется брать специалиста, поэтому хочется брать человека, который понимает уже за красивые глазки, за белую улыбку, за красивую фигуру, за это уже... За то, что человек хороший, за это уже деньги не платят, к сожалению. Сейчас рассматривают. Конечно, человек пишет: хочется зарабатывать больше. Сразу же второй вопрос: а что вы делаете? А я ничего не умею делать. Я либо мою посуду, либо я помогаю книги считать, или помогаю бумагу перекладывать, или еще что-то помогаю делать. За что тебе платить? Это делается так. Вот смотрите, сколько стоит работа. У нас в Киеве живет, допустим, 2000 маникюрщиц. Среди 2000 маникюрщиц есть рейтинг. То есть среди этих людей, наверное, есть одна, которая может сделать какой-то необычный ребристый ноготь. И только одна может сделать только такой ноготь, и он всем нравится. Кому бы она ни сделала, всем нравится. И к ней на этот ноготь записывается каждый день 20 000 человек. Вот она имеет право поднять стоимость этого ногтя и за один ноготь брать $2000. Тогда к ней будет обращаться 4 человека в месяц, она 4 будет делать за $8000 эти ногти, будет зарабатывать $25 000 в месяц, и на этом конец. А вот другая нашлась. У нее нет клиентов, она говорит: я хочу делать ногти за $1000. Скажите, у нее будут клиенты? Нет, почему? А скажите, а если она скажет: а я хочу делать за
7 тысяч гривен ногти, у нее будут клиенты? Нет. А у той, которая делает вот такой вот ноготь, будут клиенты? Да. Вы представляете? Тогда чем они отличаются? Уникальностью. Тогда получается уникальность в бизнесе или уникальность в предложении или уникальность в чем-то, она является ключевой чертой в ходе желания заработать больше. А в случае, если уникальности нет, человек говорит, а я вот хочу просто много на этом заработать, но это же не уникально, это есть еще, ну тогда неинтересно. Тогда человек говорит, я не уникальный, но я хочу больше зарабатывать, как мне это сделать? Единственный вариант это сделать, это быть владельцем или универсальным человеком, который владеет уникальной услугой. То есть, если ты уникален, значит ты дорог. Если ты не уникален, значит ты недорог. Правильно? Я хочу продавать бэушные вещи дорого. Я хочу продавать вещи. Вы знаете, как было с Мерседесами? До того момента, пока Мерседесы были уникальные, до того момента, пока Мерседесы были дорогие, все мечтали о Мерседесах, их покупали. А потом их сделали доступными и не уникальными. И после этого компания Mercedes упала в точно такие же ряды, как компании Chevrolet, Mitsubishi и так далее. Что они сделали неправильно? Они перестали следовать за своей уникальностью. То есть им нужно было оставаться уникальными и разрабатывать систему, наоборот, улучшения своей уникальности. То есть там делать так, чтобы не было ни у кого. Делать так, чтобы было только у них и больше ни у кого. Вы понимаете? Тот, кто уникален, тот победитель. Вот почему эти ноутбуки начали продаваться хорошо. Уникальность, светящаяся там лампочка посреди ноутбука. Все, их уникальность на этом заканчивается. В остальном неудобство. Их уникальность дорогие и лампочка. Все, понимаете, все, они стали уникальными, стали престижными. Понимаете, а? Так кажется. Все, уже заканчиваем вебинар. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как энергетически повлияет на семью, в которой делают венки и цветы для похорон? Никак. Я считаю, это один из самых лучших видов бизнеса на сегодняшний день. Смело делайте, все в порядке, очень удобно, бумажные цветы. Пожалуйста, на вашем сайте есть символ плодородия. То я да. Описания нет. Как пользоваться? Никак. Я его забыл удалить. Его нужно удалить. Подскажите, как поставить на огород для хорошего урожая? Нужно рисовать на бумаге, рисовать визуально в воздухе? Никак. Берете на огород и сыпете сахар. Помните, я говорил? Я говорю это серьезно. Сыпете сахар и говорите, пусть растет трава или пусть растут деревья, и сыпете вот так вот сахар. Вот тот, кто сделал уже такой обряд, уже пожинает свои плоды. Растет как не в себя. А вы так делали, да? И что, растет? Огурцы уже выросли, да? Да. Александр Клименко, пожалуйста, скажите Андрею Андреевичу, что нас много после первой ступени. Говори бегом. Добрый вечер. После 8 СНГ сломалась игла в швейной машине и кусочек отлетел в глаз. С глазом все нормально. Вы сказали, что если лопаются стекла, это хороший знак. А это тоже хорошо? Хорошо. Это значит, что-то очень страшное из жизни исчезло. Скажите, пожалуйста, будут ли в ассортименте тибетской формулы краски для волос? Будут краски для волос, все, что связано с майк-апом, то есть все, что связано тоники, губные помады, лаки для ногтей, лаки для волос, пудры всевозможные, пудры с блеском, пудры тонирующие, дальше там по уходу за телом. Почему этого сейчас нет? Только ждем тару. Как только тара будет, все остальное появится. Сейчас тара должна приехать, которая связана с духами, и есть наработка изготовления новых духов. Совершенно другие духи, очень хорошие запахи. Я пользуюсь сам, и мне очень нравится. Хотя могу сказать, что угодить себе, это, наверное, самая тяжелая возможность. Я на 5-м занятии, сколько оплатить, чтобы пройти посвящение в записи. Ребята, я делаю посвящение бесплатно. Я сегодня посвящение не буду делать, я не готов, к сожалению. Андрей Андреевич, при чтении мантры Манипхадр несколько дней перерыва из-за болезни нужно делать, читать 2 раза, пока не наверстали после Нового года, дочитывать недостающее количество, чтобы получилось 365 прочитанных дней. Это не принципиально. Одним людям нужно очень много денег, другим людям нужно не очень много денег. Если читать даже через день или читать не 365 дней, эффект будет все равно.
Кто-то читал 1 год мантру Манипхадры? У нас Люда приезжала с мужем Витей на 1-ю ступень, и она говорила о том, что она читала мантру Манипхадры 1 год. Спустя год купила себе недвижимость в виде собственного дома. До этого оба были просто в найме, работали в области строительства, но чуть ли там не цемент мешали. За 1 год смогли купить себе дом. Понятно? Сделали свой собственный бизнес, сейчас и подвесные потолки, и собираются делать пенобетон там, и так далее. Можно приобрести семинар по зрению? Да, он уже в лендинге у нас есть. Можно приобрести семинар по зрению. Кстати, очень хороший получился вебинар этот. Есть ли символ плодородия? Шум Манипхадры, он звучит как шум ладжаладры. Шум Манипхадры — это шум ладжаладры. Шум Манипхадры. Вообще по поводу шумов. Я считаю это уникальным. Я считаю, что шумы — это недооцененная людьми помощь. Я считаю, что если шумы слушать, то от них эффект очень хороший. Я считаю, что если человек читает, допустим, заклинания или дышит кодами, но при этом хоть чуть-чуть еще использует хоть какие-нибудь шумы, хотя бы один какой-нибудь, хотя бы 2 минуты там, или 5 минут слушает, то это создает свои просто, ну вот, сверх яркие такие элементы влияния на собственную жизнь. Я считаю, что есть смысл пользоваться шумами. За 1 год, ну, просто огромное количество чудес произошло с людьми, кто слушал вот эти шумы. Я могу сказать, что шумы нужно слушать разные каждый день. Не нужно и нет необходимости слушать постоянно одни и те же. Недооценены шумы с судьбой связаны, хотя я считаю, они самые уникальные и самые ярко работающие. То есть люди обычно выбирают там для денег, стать богатыми и так далее. Очень напрасно. Коррекция судьбы, она подразумевает все и сразу. То есть есть такой шум, который называется выравнивание судьбы. Выравнивание судьбы — это значит и быть богатым, это значит и быть счастливым, и замуж выйти. Тогда зачем слушать отдельно замуж выйти и стать богатым, если можно просто коррекция судьбы? Получается, это один универсальный, он лучше всех остальных 3. Рима Чернова пишет: новую 1-ю ступень можно приобрести? Пожалуйста. Я обязан что-то оплатить. Это даренная ступень. Вот здесь кнопка находится с правой стороны. Внести пожертвование. Хотите, можете нажать. Нажмите, оплатите. Скажите, пожалуйста, для 4-й ступени нужно посвящение. Хочу вам еще раз повторить. Посвящение нашей школы, оно дается только на 1-й ступени и на 2-й. На 1-й ступени расширяет сознание. Если этого нет у человека, если нет у человека этого, то у него убирается тормоза. Что это значит? Вот смотрите, в школе должен кто-то нести ответственность. То есть в случае, если вы ученики школы, получили посвящение, то тогда я, как ваш руководитель, несу ответственность за то, что с вами происходит. То есть можно мне потом претензии высказать, а также сказать, что же со мной не так происходит, и я дам ответ. Также я ставлю такой тумблер, чтобы, используя магию, не было разрушения ни у человека, не было там изменений в негативную сторону в судьбе у вас и у ваших близких людей. В случае, если вот такое посвящение не произошло, то в этом тоже ничего страшного нет. В случае, если не заниматься магией, то есть не влиять на других людей, не профессионально заниматься целительством, то тогда посвящение это особо и не нужно. В случае, если вы работаете для себя, и у вас есть там ритуальная защита, и вы работаете для себя, слушаете шумы и коды, целиком настроены на то, чтобы изменить персонально только свою собственную жизнь, то можете без посвящения работать. Если вы будете на морском курсе, то тогда на морском курсе все получат посвящение, я обычно даю. И на 2-й ступени мы получаем посвящение, это замыкание вот этих узлов страхов, которые есть в левой почке и в правой почке, на правую или на левую руку. Это зависит от года проведения посвящения.
И после того, когда человеку страшно, я считаю, страх мешает человеку самореализации. Человек просто нажимает точку, где у него было вот это посвящение, и оно отпускает, как бы развязывает путы страха, создавая у человека беспрецедентное желание двигаться вперед и быть успешным человеком. Итак, сегодняшний наш Сангая было посвящен, сегодняшний наш вебинар, он был посвящен элементу, который называется «жить в жизни как победитель». Я считаю, человек, который живет в жизни как победитель, это человек, у которого есть мета-цель, мета-задача. То есть это одна задача, которая вдохновляет человека, заставляет жить. Если утром человек произносит эту мета-задачу, она должна его окрылять, возбуждать, вдохновлять, убеждать что-то делать. Если у вас нет сил, то я дал сегодня один из самых простых эзотерических, философских методов, каким образом можно найти эти силы в себе и каким образом можно жить так, чтобы не было с утра усталости. Скажите, может ли этот элемент помочь человеку с утра не чувствовать усталость? Могу вам сказать по своей, как бы со своей колокольни, свою точку зрения, это действительно может и вдохновлять, и возбуждать, и стимулировать человека. Далее, на сегодняшнем как-то вебинаре было достаточно много сказано по поводу того, на что должен ориентироваться человек в ходе того, когда у него появится желание все-таки прийти к тому, чтобы зарабатывать деньги. Я еще раз хочу сказать вам следующие слова. Деньги и эзотерика — это элементы, которые друг с другом очень-очень плотно связаны. Успешный эзотерик — это человек автоматически богатый. Почему? Эзотерик — это человек, который умеет быть богаче, чем все остальные люди. Почему? Потому что эзотерика или профессиональная эзотерика — это то, что помогает человеку не конкурировать в среде людей, которые конкурируют по человеческим или земным элементам конкуренции. То есть кто сильнее, тот и выживает. Кто умнее, тот и выживает. В эзотерике совершенно другие виды конкуренции. Таким образом, в случае, если человек занимается эзотерикой, занимается профессионально, когда я говорю профессионально, я говорю о своей школе, потому что отвечать за все остальные направления, к сожалению, не могу и даже не буду это делать. И в случае, если человек занимается профессионально моей эзотерикой, то первое, что он должен получать, это невероятный и вероятный материальный рост. Если вы прошли первую ступень, не получили материального роста, перешли на вторую ступень, переходите вновь на первую. Если вы дошли до 7-й, и после этого мне пишите, прошла 7 ступеней, до сих пор как там женщины пишут мне, в опе, да, то я хочу вам сказать, возвращайтесь на первую ступень, идите обратно, покупайте семинар, который называется «Доктрина бизнеса». Там я рассказываю о всех философских предпосылках того, чтобы человек был богатым. Я могу сказать, что магия денег, а также эзотерика для бизнеса, а также семинар «Доктрина бизнеса» — это одни из самых дешевых семинаров. Я их сделал специально дешевыми для того, чтобы вы могли ими постоянно пользоваться. Я могу сказать, что они одни из самых удачных и простых способов помочь человеку быстро стать богатым человеком и быстро стать успешным. Почему? Человек не может идти на пути духовного роста, быть добрым, или становиться добрым, или становиться счастливым до того момента, пока всю энергию исключительно забирает элементы выживания. То есть человек должен получить свободу. Материальное благополучие — это путь к свободе. Когда человек материально успешным, то он не заботится о завтрашнем дне, его не особо беспокоит вот то, что происходит в стране. Этот человек может жить где хочет, этот человек может свободно путешествовать или куда-то уезжать, этот человек свободно может как-то дышать свободно и даже чувствовать себя более в безопасности. Таким образом, здесь очень важно для эзотерики иметь материальное благополучие. Каждый раз, когда я приезжаю на морской курс, то я не делю людей на бедных и богатых, но я понимаю, что есть люди, которые занимаются эзотерикой, которые слышат то, что я говорю. Есть люди, которые не занимаются эзотерикой, а слышат, что себе сами придумали. Вот те, кто сами себе придумал что-то, да, и живут вот по своим собственным каким-то идеям, то они эзотерикой как бы занимаются, но на самом деле видят совершенно другие задачи. Если вы пришли в школу Кайлас, то вы до 2-й ступени должны быть уже богатыми людьми. Это особенность такая, вы должны сделать это для себя.
И методов, которые я давал, особенно в последней вот окончательной версии ступени, первой, ну этих методов достаточно много. Поверьте, вот те методы, которые я даю, вот ярче этих методов вообще сейчас в мире ничего не бывает. Уже только этим пользуйся и просто становись богатым. Забыл сказать, у нас есть Александр Клименко, он здесь сейчас находится, вы его знаете. Наш холостой мужчина. Александр Клименко получил от меня разрешение проводить сангая периодически. В случае, если у вас появляется желание поучаствовать в сангая, вы можете подключаться к Александру, он будет заниматься, там, создаст группу в Фейсбуке, будет приглашать там где-то, можете к нему записываться на сангая и участвовать. Я не возражаю, вот мое персональное разрешение. После 7-го СНГ очень хорошие перемены, как будто глаза открылись на зарабатывание денег. Спасибо, наслаждаюсь своим состоянием. Отлично. Когда сделала программирование 2018 года, через несколько дней маленький внук нашел бумажку от должника. Елка упала, мама с часов вытащила батарейки. Скажите, программирование не получилось? Все получилось, не заморачивайтесь. Проходите первую ступень школы Кайлас. Итак, я приглашаю всех поучаствовать в морском курсе, который уже через короткое время начнет проходить в прекрасном месте, который называется... Соня, где у нас морской курс? Как это место? Возле Коктебеля, на черном прекрасном берегу Черного моря в Крыму, на оккупированной территории, или если на оккупированной территории Российской Федерации. Поселок Курортное, да. То есть я приглашаю всех в поселок Курортное, где я буду проводить морской курс. Чем интересен морской курс для тех людей, которые будут участвовать? На данном морском курсе будут проходить семинары целительства. На данном морском курсе я буду работать с тем, чтобы у человека выровнялась судьба. Данный морской курс будет нацелен на оздоровление и увеличение материального благополучия, а также гармонизацию судьбы. Я вам обещаю, что в каком бы плохом состоянии вы ни приехали, уедете в хорошем. Просто обещаю. Скажите, кто был на морском курсе? Понравилось? Андрей, еще поедешь на морской курс? Ура! Я очень рекомендую в случае, если у вас есть проблемы, есть очень большие трещины, есть расхождения во мнениях в семье, есть какие-то финансовые проблемы, есть проблемы со здоровьем. Я всех приглашаю на морской курс. Просто обещаю, что процентов на 85-90 те ситуации, в которых вы сейчас находитесь, будут сами по себе убраны, и вы приедете уже совершенно в новых состояниях, совершенно в новый формат и отношений, и жизни, и так далее. Так работает настоящая магия. Это действительно очень эффективные и очень ярко происходящие вот такие вот занятия. Эти занятия не требуют от человека никакой дополнительной подготовки, все происходит в зале, человек обычно сидит в это время, все в очень мягкой, веселой форме, присутствие необходимо, записи морского курса не будет. Могу сказать о том, что люди, которые приезжают на морской курс, в дальнейшем пишут мне сообщения о том, насколько изменяется жизнь после морского курса. На этом морском курсе, который будет очень яркая работа с суставами, сосудами, сердцем, позвоночником, деторождением. Также очень буду работать с гармонизацией с судьбой, выйти замуж, найти любимого человека, обрести имущество, естественно, материальное благополучие, обретение своего бизнеса и так далее. Будет ли личные встречи? Как правило, я сейчас личных встреч не провожу на морском курсе. Если они и происходят, то они происходят в формате «нечаянно встретил Дуйко на дороге, который все о тебе рассказал». То есть где-то вот такие у нас личные встречи происходят. И все. Можно ли деньги на морской курс взять из очага? Можно. Благодарю, очень интересно. Спасибо. Все, я желаю вам всем успеха. До свидания. До морского курса. С вами был Андрей Дуйко. Конец. Сейчас я не знаю, как выключить. Выключено, да?